Ой, блядь. Подожди. Окей. Тик. Угу. Блин, интересно, как русская озвучка звучит.
Окей. Так, ну потопали дальше. Блин. Забор. По левой стороне пойти или по правой? Ну тут еще и... Да. Давайте налево пойдем вдоль забора. Как будто так будет быстрее. О, кайф. Так. Что-то я ревизию вооружения не провел. Надо больше артефактов. А то что-то мало, вот реально, слишком артефактов я нашел. Сильно не хватает. О, нифига. О, что это такое? Прием, все, кто слышит. Нужна помощь. Мы окружены. Есть раненые. Раненые. Блин, нормальная озвучка, слушай. Мы окружены, есть раненые. Ля, хорошая озвучка. Ну, пока звучит нормально. Укрываюсь. Я чую тебя. Враг монолит. Еба. Реально монолит. Попробуй достать. Это что за прикол? Да что происходит? Почему они появляются за спиной меня? Укрываюсь. Кости Феникс. А, блин! Понял, что происходит. И где там Рейс?
Блин, это вот какая-то мразь. Нифига себе. Так, надо водки дрябнуть, по-моему. Огонь на поражение. Блин, я хз, но он... Такое ощущение, что я его не вижу просто. А так он где-то тут в помещении или еще где. А может он вообще тут? Блин, я уже подобную херню убивал, по-моему, или нет? Попробуй, достань. Лови гранату. Блин, максимально проклятая херня. Понеслось, а? Привет, Абдулла Воронин. На каких настройках играешь? На эпичном? Ну, самые высокие стоят, если что. Не тормозит, ничего, нормально. Бывает в некоторых каких-то особенных местах тормоза. И после особенных каких-то событий редко бывает сильно тормознет после выброса. Ну, я такой, типа, только в Залесье встречал на начальной деревне. И все. Че, и тоже играешь? Так, погоди. Блин, тут где-то какая-то мразь меня вот все атаками глушит прям вообще жестко. И самое главное, это визуального контакта нет, вообще не вижу его. Где он там, что он там? О, нифига себе. Переписка левши. Глюконату натрия, блин. Лови гостинчика. Да ну не-не-не. Музыку, гранат. Надо их подлутать и уйти отсюда поскорее. Я источника пси-атаки вообще не вижу, где он. Вы чада, вы друг. А, контролер мертвый лол.
Так, погоди, это контролер меня дрочит, значит. Где-то еще один есть? Винторез! 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 Пошла. Бандеролька, блядь. Все, уходим, уходим, уходим. М? Чё? Дробовик-то. Ну, это дробовик такой. Улучшенный. Собирался, но решил только смотреть, не стоит своих денег с багами. Ну, понятно. Так. Погнали. Нормально, так хорошо полутался. Блин, вот дренаж. Так, переписка Левши Дорожнюк. Дорожнюк, зайдите на склад вечером и возьмите оборудование. Мне нужен замер пси-поля на янтаре, координаты точек скину. С техникой будьте осторожны, я задание никому, особенно Озерскому. Принял. На следующий день. Застряли в зоне излучения, окружены, не можем вырваться. Что с оборудованием? Оставили на последней точке. Нам нужно подкрепление срочно. Держите, сделаю, что смогу. Так, я подобрал кучу всякого. О, ключ-карту. О, малахит. Угу. Пустая флешка. Собственность малахита. Виктория Дорожнюк. Блин, что-то прям супер важное я нашел, походу. Мне еще и русская озвучка, если что, стоит. Не знаю. Вот эта вот вся тема вокруг этой игры, она такая. Как бы это сказать? Одни осуждают тех, кто играет, и некоторые просто боятся к нему притрагиваться, потому что, мол, вдруг посадят. Херня это все. Как по мне, просто, ну, надо брать и наслаждаться игрой. Блин, сволочь. Кот Баюн. Да где он? Ёпта, кто-то еще шмаляет. Да блин! Кровотечение откуда? Да вашу ж мать. О, вот он, вот он, вот он. Это он. Original. Блин, не он. А как так-то? Че, убили его? Оригинального кота Баюна. Не, нихуя, вот он. О, стой, 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 стой! Да блин! Выходи, по-хорошему. Прочесывайте все. Вон рядом. Кого они ищут?
Надо прикинуть. Сколько еще до новой винтовки не хватает. До новеньких. Чувак копит деньги. Так. Накладные карманы. Так. Кажись, можем сделать себе дополнительные карманы под артефакты. Славно, славно. Можно выдохнуть. О, аномалия. Так. Сейчас, подождите. Блин, вот как-то подняться бы. Кажется, вчера мой день рождения был. А. Или позавчера. Да блин, озвучка прикольная. Она ж не нейросетью сделана, да, наверняка? Обалдеть можно. Как звучит-то хорошо. Учитывая, что это нейросеть, это прям, ну... Ну, я думаю, что нейросеть, но просто это невозможно так быстро сделать озвучку в таком объеме. Это же охереть. Ой, морсик бью. Так. Ага. Небольшая нычка. О, крыса где-то тут. Хе-хе-хе-хе. Так. В автобусе, походу. А, не, еще ниже где-то. Хотя тут тоже что-то есть. О, вода. Водка. Ну, как будто бы надо спускаться. Смотреть, что тут такое. Но тут, смотрите, лестница, она не опущенная. Я вот случаем, если я туда спрыгну, не софтлокнусь нахуй. Да сохранись, пожалуй. Так, только аккуратно как-то надо спрыгнуть. Блин. Сука. Да. Да. Я и забыл, что это поставил. Может, тут замок стоит? Да нет. Броня долго. Питьевая система верблюд. Нифига себе. Но никто не запрещает заполнить систему энергетиком. Барвинок. Блин. Потихоньку. Да. Переезд. Чего у меня так много? Блин, аптечек до хера просто. Неприлично много. Да ёпта. Какой пароль может быть вообще?
ЗРВ рассоха. Стрелка какая-то. 13:59, может быть. Блин! Ёбана, тут еще ловушка какая-то. Ну. А что это значит? Может, это подсказка какая-то? ПЗРВ рассоха. Но что может быть его ПЗРВ в цифрах? ПЗРВ. Стрелка какая-то. Типа смотри сюда. Может, за ней там пароль где-то. Ох, как ярко. Не. Нихера не видно. Так. Гляднем. Давайте думать, так сказать. Блин, надо все вот это вот выкинуть. У меня же нет. Блин, хотя. Ладно, соберу. У меня просто есть автомат прикольный. МП5. Прям супер прокачанный. Ну, 5-3-Р. Что может быть? Не знаю. 5-3. Ну или 3, кстати, должно быть. Ну, может быть. Ну, давай попробуем перевести. Ща. Что там написано? Розсоха. Так. Так. Ща посмотрим.
А. Так, ПЗРВ рассоха на украинском языке может быть расшифрован следующим образом. ПЗРВ это может быть аббревиатура, которая может означать подземная залистница різного виду или что-то подобное, но это не является общепринятым акронимом, однако в контексте парольной подсказки это может быть иначе истолковано. Рассоха. В значении рассоха это диалектное слово, которое может означать солома или сухой, но является ключевым в этой подсказке. Если рассматривать ПЗРВ как какую-то ключевую подсказку, то можно выделить букву ПЗРВ. Исходя из этого, возможно, массив из букв может быть использован для создания четырехзначного пароля. Ага. Пароль может быть... Короче, возможно пароль. Работа с первой буквы каждого слова. П первая буква 1, З вторая, Р третья, В четвертая. Пароль может быть 1, 2, 3, 4 или 4, 3, 2, 1, основываясь на взаимосвязи с буквами, которая может усиливать связь с ПЗРВ. Перевод текста. Точное значение фразы может варьироваться в зависимости от контекста. Рассоха переводится как рассох или высохший. Высохший. Может не иметь четкого перевода как... Ага. Ну хз. Ну 1, 2, 3, 4 или 3... 1, 2, 3, 4? Да вряд ли. 1, 2, 3, 4. Ладно, наоборот. Ну нет, нет, конечно. Ну не знаю. Возможно, эта тайна останется не раскрытой. Или... Ну, вот. Ну не знаю. Тут написано... Тут какие-то номерные... Не зря же они тут находятся. Не просто ведь так. А тут П есть? Нету. Один, 3, 5, 9. Вообще непонятно. Супер мега непонятно. Вот тут я, пожалуй, метку поставлю, потому что место довольно-таки любопытное. Угу. О. Так, кто тут стрельбу учудил? Кто-то есть тут? Попробуй достань. Угу. Есть. Нормально. Угу. Наемник. Да. Ну, стоит учитывать такой момент, что я еще и накатил кучу модов. Не знаю, вроде они могут повлиять на их поведение, но... Непонятно, непонятно. Вроде поведенческие какие-то, ну, моды не ставил. Сейчас посмотрю, быстренько чекну.
Ну, вроде нет. Вроде нет. А, да ладно, я не поставил этот мод. Сейчас, погоди-ка. А, не, стоит. Ладненько. У Мэдисон также было. О, я к ученым пришел. А вдруг они мне купят сейчас артефакты прям по-хорошему? Ну тут когда как. Я тут знаешь, что поставил? Единственный мод, который, как мне показалось, супер важным, это тот, который настраивает респаун врагов. Я сделал так, чтобы враги у меня, ну, вдалеке где-то респаунились. Они вот прям за спиной рядом. Как это было на ваниле. И вот как видишь, они типа, видимо, стояли, искали меня. Найти не могли. Тут трупы валяются. Ёбана. Воу! Гандон! Да блин! Тихо! Не убивать! Да почему не стрелять-то? Блять, клин, прикинь. Твою мать. Погоди. Быстро, быстро хилься. Да блять, он мне еще... Блять, а он точно мертв? Мне все еще пси-атака какая-то глушит. Прям жестко. Или это последствия просто. Сейчас полегчает. Ну блин, мой первый контролер. Попробуй достать их. Так, генератор включу. Ау! Сукин сын. Граната. Противник. Да блин! Сволочь. Так, этот генератор тоже включить надо, да, наверное? Да. Вот там тоже. Так. Какое-то интересное событие происходит, тут непонятно. А, это реально люди. Я подумал, глюк в какой-то момент. Блин, бегут, бегут, бегут. Охереть их много. Наемники, походу. Блин. Варина.
сука. Да блин. На. Да блин! Как так-то? Да ну нахер, в смысле? Еще есть? Я ранен. Требуется... Да умри уже. Где-то его брательник. Сука, непогода еще так. Так, активировал. 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 Больше нету? Или стой. А, во, открылось, открылось. Прикольно. А? У тебя руки да посмотри. Так. Твою мать. Блин, да ну нахер. Чтоб меня еще тушканчик завончил. Нихера вас тут много. Вау. А? Ну, такое вот место интересное. Блин, интерес у него, ничего себе. Обалдеть. Интерес сейчас соберу. Блин, прикольная фотка. Ну как-то расположили так. Видимо, сильно любит эту сотрудницу. Она же из разработчиков, скорее всего. Журнал. Мать твою. Что мне колбасит? Вот я дальше посмотри. Прям ты. А я да. Антирад. Блин, на самом деле стоило бы воздержаться от лутания всякого. Ладно, вот эту можно выбрать, в принципе, она не поломанная. О, прикольно. Сидели тут нарды играли. О, гроза! Нихера. Ага, понял.
У него тот же калибр, что у винтореза, в принципе. Тоже сломанный. Я, конечно, зря надеюсь найти целый винторез. Ну, мало ли, а вдруг. Так. И что тут любопытного вы творили? Надеюсь, какой-нибудь артефакт валяется. Так, дверь не открыть, да? Ну... В огнегасник. В огнегасник. Ничего. Какой бы то ни было кнопочки тут нет. В принципе, все, что можно, я залутал. Вот ты сценарий. Вот ты поймали, да? Преступника, бля? Это был? Ну, такой. Это был по кулак, что ли? По куда? Ты на так. Цел. اللي دخلنا على رأي التليفون. Рыжий лес. Да, я пришел. Так, сначала свободовцев найдем. Угу. О, рыжий лес. Реально рыжий. Офигеть, прям такой, я бы даже сказал, кровавый прям какой-то лес. Краснющий какой. Так, надо покушать. Аптечку. Подожди. Иду. Карл зажим. Ух. Оце ти інтайм, чувак. Нічого не скажеш. Я вже з останніх сил тримався. Зумлів кілька разів. Сознание пару раз терял. Як тебе сюди занесло? А, вот это не озвучено. Так, бармен прислал. Бармен просив дізнатися, що сталося Со своей із группы загоном. стряслось. И с І бандитами розібратися з разобраться. бандитами. Нам влаштували Нам устроили засаду. Мы хотели тот в тоннель зайти, а он ведет к пещерам, через которую можно на базу по-тихому пробраться. На бандосов будто предупредили, жестко не нас накрыли. В общем, если хочешь к ним лезть, держи ключ от тоннелей. Вот на втором этаже. Угу. Понял. Спасибо. Я почти не могу. Не помогу. До сих пор в ушах звенит и перед глазами все плывет.
перед очима все Удачи, живе. мэн. Щасти, мен. Thank you, bro. Goodbye, bro. Have a nice day, bro. Блин. Да ёб твою мать, у меня патронов до хера просто. Что мне делать-то с этим? Ладно, вот это вот выкину, пожалуй. Что поделать? На самом деле, дорогие патроны, я бы сказал. Но М-ки у меня сейчас с собой нету. Оно у меня в схроне лежит. Так, аптечку нахер. Я на обед. Хорошего стрима. Давай, приятного аппетита. Сейчас буду штурмовать базу бандитов. Или по стелс пройду. Посмотрим, как получится. Так. Ага, вот и ключик подошел. Да. Оно. Так, туннельчик. Вроде да. Ну, по крайней мере, не задело. Артефакту всегда рад. Ну блин. Может, дым пропадет. Ладно. Так, я думаю, артефакт где-то внизу тут. Придется спрыгивать. О, класс. Завтрак туриста. Им защита средняя. Понял. Это что, какая-то отсылка к альпинисту? Не знаю. Тоже братьев Стругацких книга же есть. Отель мертвого альпиниста. Кто? О, всё. Зырить в оба. Сашка Тузик, блин. Вот и нет Тузика. Перебить всех бандитов. Дари, да дари, только жопы мутантов и рожи бухи. Задолбало. Ща.
Правим на тот свет сейчас. Блин! Да. А в итоге отправился один я. Сталкер 2, кстати, вышел. Да ты чё, блин, серьезно, Задрин? Нихера себе. А я не знал. Привет. Нихуя себе. Вот это новости. С пылу жарко горится. Так, готово. Ну, вроде как меня не запалили, но мало ли. Блин. И где он? Блять! Бандеролька-то твоя укатилась нахуй. Блять! Прошивают же, ёбаный рот. Сука, бандеролька! Да умри, заебал. Ищите эту крысу. На, держи. На, держи. Блин, в ответ кидаются еще. Не знаю, я буду так. Мне не жалко. Да ладно, не зацепил его что ли? Ныкайся, не ныкайся. Все равно найдем. Да кто ныкается? Кто ныкается? Я не ныкаю. Притри масть. Да, в лицо. В голову! Шеф! О!
Скорее самого главного вальнул. Сообщение информатора. Так. Гера, у меня для тебя кое-что есть. Миклуха отправил к вам группу, хотят попасть к вам на базу через пещеру. Понял, устроим засаду. Что с меня? Как обычно, ничего. Делай свое дело, мочи свободовцев. Да ладно, стремят мне подгон такие. Если купоны не хочешь принимать, давай пару своих вольными наряжу и на цементную отправлю. Хоть ящик водки тебе принесут. Если придут, пристрелю на месте, я все сказал. Появится еще информация, напишу. Хуеси. Что за стрёмный чел это? Гера какой-то. Просто чтоб свободовцев поубивали. Закидывают всякую разную инфу. Из долга, что ли, хер какой-то? Наверное, из долговцев. А что, реально уже выкатили русскую озвучку? Ну, это фанатская тема, конечно же. И, походу, сделана на нейросети. Но! Как она сделана? Блин, ты бы слышал. Звучит прям довольно-таки, ну, качественно. Не все озвучено, конечно. Будут еще обновления, скорее всего. Буду следить за этой темой. Не буду ее... Вот самые свежие эти... Ну, вставлять. Может быть, когда-нибудь еще и перепройдем Stalker 2. Прям со всеми этими хорошими модами, которые улучшат восприятие игры. О, смотрите. Энергетик поменял на Monster Energy. Вместо ихнего нон-стопа непонятного. О. Поменял еще и типа этот... как называется? Радио поменял, чтобы не попадаться на этот ихний каловый провокационный трек. Ну там, по-моему, ебанутые песни. Там радиостанция вся изменена, а там такие ебанутые песни. Вообще конченые, если что. У нас Зверин появлялся, сейчас опять пропал. Кто такой Зверин? 15 FPS будет. Блин, ну ты глянь на них, а. Вооруженные по самые помидоры просто. Так, тут есть, в принципе, аномалия интересная. Можно было бы на него прыгнуть. Которая, по-моему, меня переместит куда-то. А вот куда переместит? Вот это уже вопрос. Награда за голову бандитов. Слушай сюда, я получил наводку, что Миклух хочет нас завалить. Цена серьезная, так что желающие найдутся. Патрули и посты удвоить. Пусть все проверят, стволы будут на чеку. Видать, мы его дурачков сильно пощипали. Твой хороший товарищ снова нас выручает. Ты скажи хоть, кто он, чтобы мы его с остальными свободовцами не замочили. Не боись, не замочите. Он с цементного завода, так что рисков никаких, только язык за зубами держи. Нихуя себе. Цементного завода. Ну то есть он там же, где Миклуха сидит, что ли? Типа. Сейчас я бармену эту инфу предоставлю. Наверное, дополнительная награда будет за то, что крота еще нашел. Вообще кайф. КПК Тарапыги. Аномалия под базу. Че ты лаешь тоннели аномалии постоянно? Сказали же держаться подальше. Да мля, там артефактик скачет, в руки просится. И хочется, и колется, курва. Вот бы кто его, как-то его достать. Чисто левачок на пенсию.
Западло это нормальным пацанам по этой параше лазить, но мысля у тебя в правильную сторону идет. Надо как-то эту темку раскрутить. И как? Я туда не полезу, хоть убей, я манал. И не надо, отловим кого-нибудь доходягу вольного, прицанем его, скажем, что если достанет он нам пачку артефактов, отпустим. И будет он лазать, пока ласт не склеит, потом другого найдем. Поделим между нами, ну и шеф, ясно дело, половину. Блин, ну ты голова, теперь главное с паханом добазариться. Правильно, подмажем, он не будет против. Понятно. Ну вот таких вот сволочей ебашим надо. О, вот это вот тема. Смотрите, странная херня. А как к нему подмазаться? Дойти, так сказать. Подмазаться. Я уже как эти бандиты разговаривал практически. Вот что это шумит? Как будто кто-то в контейнер сидит, пытается вырваться. Да ладно. Вы гляньте на это говно. Я как будто бы на арену к боссу захожу. Прикол. Бля, да ну нахуй. Это псевдогигант же. Хотя он стоит, слушайте, нормально. Я походу выживу. Нормально, нормально, я живу. Класс. Завис, да. О, у него ошейник, кстати. Блин, вот это я зря сделал, конечно. Ну, рассмотреть его. Блин, нога такая стрёмная. А, ебать, ты меня типа не заметил? Еще... Я только сейчас увидел. Да ну... Сука, каждый раз забываю про эту хуйню. Да. А как мод называется? Если буду играть, то надо ставить. Так, ну... Вот здесь вот его нашел. Да, теперь все будет не так просто. Блин, такой шанс был, прикинь, этого псевдогиганта завалить, а сейчас я его просрал. И сейчас я буду дико жестко охеревать на нем. Короче, у меня очень большой перевес, надо это дело как-то исправлять.
А какого хуя? Да блин, беги, дурак! Да ёбаный рот! Да сколько можно, блин? Так, давайте проведем ревизию. Что у меня есть вообще? Могу, в принципе, достать винторез, попробовать с него пошмалять. Наверное, он урон хороший наносит. Блин, калаш, в принципе, тоже тема, но, блин, без понятия. Гранат 4. Половину водки выкину. Да хотя все выкину, пожалуй. Так, придется это тоже выкинуть. Ну, как бы идея хорошая. Вот где его скрипт начинается, непонятно. Когда я спрыгну, наверное. Вот упал я. Привет, Селти. Здорово. Да ёбана, бобана. Да он еще... А как? Пиздец. А как жить-то, блядь? Ща, погоди. Ну, бля, поднимись, ебать! Как тебе игруль? Заходил, краем глаза, смотрел, как ты с сыном играл. Такие страшилки показываешь. Да нормально, господи. Такие страшилки. Им самим интересно заходят, смотрят, что я буду их гнать отсюда, что ли? Ну, господи. Это только для взрослых уйди, ты чё? Блин. Блин, ну... А, похаваем, давайте. Мне кажется, сильно голоданием. В каких настройках? У меня игра на эпике стоит. Блять, ну это... Охуеть, как смешно, блять. О! Бля, вы понимаете? Сука, блин. Он еще помимо того, что, ну, как бы сам мощный до хера, так он еще и, блин, телепат сраный. Блять. Да ёбана, бобана. Беги, 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 беги. Да поднимись, охуеть можно. Пизда, блядь.
Да выносливости не хватает, не хватает выносливости. Сперва добежать, а потом еще и подняться, а этот скуф не может ничего сделать. Он устает уже после прыжка, когда я спринтом добегаю. Да. Ну, тут два куска жирка бегает. Это я и он. Бля, ну заебись, ты мне въебал. Бля, Задри, ты такой умный. Блин, охереть. Что бы я без тебя делал, серьезно. Пиздец. А как его кошмарить? Я еще не понимаю. Ну ладно, давай попробуем пострелять. О, слава богу. Блять, что за хуйня нахуй? Чё там, живой, нет? Не понимаю. Живой, живой. Блин, какой живучий, а. Я же не убил его. Он ко мне спиной стоит. Ебать в нем здоровье, ебануться просто. Так. Капец, у меня этот стол скоро сломается таким макаром. Не, прикиньте, блин. Привет, Вега. Русская озвучка есть? Ну да, у меня стоит. Фанатская, и правда не все звучно, но тем не менее. Работает. Да, вообще. Мать твою! Охуеть, он крепкий. Вот какие-то странные ошейники нахожу. Осмотреть труп псевдогигант. Короче, тут какая-то тема происходит. Они вроде бы пытаются их приручить, управлять этими мутантами. Как будто такая тема. Интересная штука. Кстати, не засасывает ничего. Ну ладно.
Ох, мать. Теперь переться обратно к бармену на 100 рентген. Ядреть. Вот это, блин, приключение, я вам скажу. Это еще он там застрял, да. Не, ну тут у них поведение такое у мобов. Как будто бы с одной стороны прикольно, но с другой стороны они вот так вот могут затупить, да. Ну просто ему некуда было деваться. То есть если ты где-то на возвышенность поднимаешься и у животинки нет возможности до тебя добраться, он убегает и начинает прятаться за укрытие. У них такое поведение, типа, ну, запрограммировано, прикинь. Прикольно. Но, а этот псевдогигант в силу своего, ну, в силу своих размеров, ну, ему было некуда деваться. Поэтому, да. А, смотрите-ка. Вот это иммерсивность! Можно и так зайти, и сяк выйти. Да, прикольно, прикольно. Вот еще есть аномалия, кстати. Надо чекнуть. Денчик борзой. Потом папа поставил такую кошку. Если папа умирает, кошка смеется над папой. Вот. Вот. Так, хорошо, молодец. Что ты сделал? Так. Ну. А. Или что? А. Нет. Так, попробуем пойти посюда. Так, дверь не открывается. Блин, тут где-то фонит прям жестко очень. Водки нет, антиродина. Ну вы гляньте, что это за беда. Прикольно, да? Хочу туда войти. Так, ну, как будто бы могу зайти через... Посюда? Только надо как-то подняться сюда наверх. Ща. Во. Так. А для атмосферки закупил консерву раза максимально от овощей до рыбы и ананасов вкусные. Сервелат, колбасы, батоны с анаркосами тоже. Конечно же, еще и тушенка свиная, говяжий цыпленок. Да. А, блин. Ладно, грузиться не буду, я просто поднимусь еще раз. О, энергетик. Monster Energy. Это если что, не в самой игре они такие. Я просто, ну, модами закинул их туда. Да ёпта! Не прыгает. О! Блять.
Ну ты заебал уставать. О, зашел, зашел. Так, отдельно сохранюсь, пожалуй. Кажется, это будет что-то жесткое. Оно ж меня не затянет, да? Если я сам не зайду. Ну, я думаю, может тут что-то есть? Так, артефактов нет. Так, а по-другому сюда зайти можно было? Но можно выйти. Смотрите, прям дорожка. Ладно, заходим. Так, сначала похилимся. И антиродину. А! Блин, я думал, как портал будет работать. Но это просто... Я просто сумел зайти. Видимо, да, разработчики не задумали, что я зайду сюда. А я смог. Смог. Блин, жалко, жалко. Но все же, вот смотрите, что-то продумали тут непонятно, для кого или что. С одной стороны, как будто бы продумано так, что ты можешь зайти сюда, но с другой стороны и нет. А может прыгнуть надо? Да не, вряд ли. Ну давай, выходи. Да, блин. Сейчас выйти не смогу, прикинь. Все, застрял в аномальной поле, ну, в зоне. А может с этой стороны? У тебя игра на максималках, эпик это оно? Или что-то недокручено? А. Так. Да, это эпики стоят. Прям эпик, эпик, эпик. Давай здесь загрузимся. Ну, я накидывал еще штук на оптимизацию. Хотя как будто бы оно и не надо было, но накинул. Все эпично стоит. Сила размыть изображение. Блин, вот зачем это вообще? Только заметил. Frame Generation. Ну, стоит. Блин, может убрать его, не знаю. Проверим. А так, да, с Frame Generation как будто бы картинка плавнее, что ли, становится. Ну, непонятно. Да. Высоко, средний, низко, пользовательский. И на эпике. Пускай стоит.
Да, работает тема. Блин, километр 600 переться обратно. Блин, рыжий лес, конечно, жесткий. Атмосферное место. Представьте, осенью играть и в рыжем лесу в локации ходить. Атмосферно, шо капец. Берешь такой чаек, завариваешь, ходишь такой, блин. Как Панасенков, знаешь. Такой. Что за суета? Окей. Водочки. О! Хорошо. Вася везунчик. Ну не такой уж он везунчик, да? Охереть, это что, кровавая река какая-то? Точнее, ну река, я, блин, говорю. На Зарбайте. Кровавая лужа, блин. Ебучий случай. Блин, вот где-то тут. Огонь на поражение. Блять, что нахуй? Откуда он взялся? Попробуй достанешь. Бля, опять какая-то хуйня начинается. Да блин! Несем потери. Лови гранату. Бля, мой им, конечно. Не, это психуйня какая-то начинается. Арфа. О, валим, 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 валим. Отходим, отходим, просто уходим от этого места.
Не знаю, кто или что дрочит мое сознание, но я пока не знаю, как с этим справляться. Источника я не вижу, а он явно где-то есть. Блин, надо... Водки, 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 водки. Блядь, я водки не взял. А пиво? Пиво, пиво, пиво. Все, пиво меня спасет. Блин. Я к Припяти пришел, что ли? Нихера себе дырка. Блин, пиво не спасает. Может, это вообще место такое? Блин, надо уходить. Блин, а как уходить-то? Блин, я все какую-то жопу загнал. О, вот и аптечка мне вся сейчас понадобится. Блин, где такое было? То ли в Тени Чернобыля, то ли в Зое Припяти. Там типа пси-барьер какой-то ебанутый стоял. Типа, всех подходящих, ну, близко. Прям било сильно. Ну, блин, это пиздец. Это на радаре было. Ну, я хз, мне спускаться туда, не? Блин, тут кровосися с ума сходит. Не, ну это пиздец. Я умудрился в себя такую жопу загнать, что охуеть можно просто реально. Алекс Хан, здорово. Симулятор. Ну, Fallout тогда то же самое, блин. Симулятор втыкания в себя шприцов стимулятора. Блин, клин. Ну хилься, ёбаный рот! Было близко. Я не понимаю, где он.
Все, завалил, господи. В каких ублюдских условиях приходится сражаться, просто охереть может. О! Лунный свет. Электрозащита. Ну блин, как жить-то, блять? Мне, по-моему, химзащита была средняя. О, пойдет. Так, надо искать выход срочно. О, да ладно! I will survive. I will survive. Бля, иди нахуй. Да господи. Да ёб твою мать. Ха! Блять, ёбаный гондон, сука, хватит. Где? Надо тут срочно метку поставить. Все, уходим. Уходим. Блин, метка. А? Боже. Да чё началось-то? Я обратно на кладбище техники вернулся. Ни одной водки. Так, а арфа что делает? Суперкуленькое течение. Сидору дуй, ну блин. Я бы рад вообще, ну. Блин, как же я жалею, что выбросил весь свой запас водки. Кажется, водка бы меня, ну, от этой темы она меня бы спасла. От этой вот пси-дрочки. А прикиньте, я сейчас к какому-нибудь бюро, сука, пришел. А тут реально кто-то ходит.
Да вот, кидайте, блин. Ёб твою мать. Я уверен, тут должна быть водка. Что-то, что спасет меня, должно быть. Блин. Да ладно. Ой, бля, я чуть не умер. Надо следить за жизнью. Да водка должна очистить меня, по-любому. Сука, вот всю игру до хера было водки, все время встречал водку. И тут она раз и пропала, все, нету водки. Ну чё за херня? Блять! Я еще жаловался на тему эту, что у меня дохуя водки. Бля, пацаны! Да что эта лечилка делает? Она вообще... На кой хуй она существует? Вообще не понимаю. Блин, водку. Да кто главный-то? Ты? С разговорами. Да блять! С разговорами. Пиздец. Держи их, держи! Я в укрытии. Лови гостинчика. Да блять! Да нахуй ты КПК смотришь? Да блять, так ебанутый! Я походу пиздец. Что я наделал? Да блять, почему мне зошники, сталкеры попались такие, бывает, что ли? Вы чё прикалываетесь нахуй? Где водка, блять? Я никогда так отчаянно водки не хотел, как в этой игре, блять. Да ебать! Да используй, ну что с тобой не так-то? Привет, Клосс. Чики-брики, блядь. Где он? Ну пиздец. Не, прикиньте, спортсмена нахуй. Впервые сталкеры спортсмена, блядь. Прикол, бля. Я походу отъехал, все, я умер. Спасибо сталкерам, зошникам, нахуй. Блин, надеюсь, тут есть аптечка. Ну, точнее, ну и аптечка, да, не помешала бы. Сука, а тут аномалии вокруг. А! Все, смотрим, как сумасшествие убивает. Что за шо, блядь? Я еще забыл про этот мем, блядь. Точнее, мод мемный.
Ой, бля. Тут еще и собаки какие-то появились теперь. То есть у меня даже нет шансов на то, что предметы зарандомятся у них в карманах. О, это водка, это водка, это водка! Но она не помогла особо. Мне, видимо, надо безумно нахуяриться. Бля, ну что за напасть-то? Как лечиться от этой хуйни, блядь? Так, ладно. В какой момент... Так. Давай сюда пойдем. Где? Вот. Умер от похмелья, да? Настолько сильно голова болела. Не, это пси-излучение какое-то ебашит жестко. Это он среди электро долго тусовался. Да не электро. Не в этом дело. Дело в другом. Какого черта? Как будто бы это все из-за того, что... О, бля. Короче, стимуляторами закинулся. Может быть, тут что-то есть? Короче, я близко к Припяти подошел, то ли что, я хуй пойми, короче. Бля, Сноркина. Да ну, брось. Блять, ща подойду. Морс все налил.
Да не софтлок, да ну нахуй. Ну не думаю, надеюсь, нет. Если так, то это грустно. Ну а так я смотрю на это как на челлендж. На данный момент. Загнал себя в эту ебанутую ситуацию. Я вот надеюсь на то, что вот где-то здесь я сейчас могу найти, ну, достаточно всего. Блин. На янтаре. Я там даже не был. Но я думаю... Ну я, наверное, близко, кстати. Ладно, сейчас, короче, попробуем вариант вот с этой пещерой. С этим туннелем. Потом попробуем жестко поискать вот этих вот ученых и прочих ребят. Да блин, я походу отъехал. Опять. Я не понял. Он меня в спину ударил, потом меня в урон добил. Долгий должен быть. Блин, надо тогда... Ладно. Блин. Озвучка норм. Ну, такая нормальная, более-менее, да. Да ладно, я добрался? Охуеть, а как я это сделал? Подождите, ну я почти добрался. Какие еще моды накатил? О, много. Ща я постараюсь выжить. Блять, ебаная аномалия! Сука. Не, я думаю, надо... Погодите. Я вот тут, вот так, вот тут. Короче, где я дохуя времени? Вот тут, по-моему. Вот это нормально. Где я лазил по дому. Ну, вот, мод на смерть экран. Озвучка. Потом еще есть замена вообще радио. Там все треки поменял. Но правда еще не слышу. Но там треки достаточно ебанутые, по-моему.
Так что будет интересно послушать на это. Там вообще отбитые треки должны. Дистанцию респауна врагов изменил, чтобы они у меня за спиной прям не появлялись. Так, что еще? Хардкор мод поставил. Оно увеличивает скорости мутантов и тому прочее. Но балансирует их хп, насколько я помню, по-моему. То есть это еще... Это еще у них типа уменьшенное хп. Вот, помните, псевдогигант мочил? Вот и думайте, ебать. Насколько разработчики кончены в этом плане. Бля. Да бля. Да ёбана! Блять! Да дрочь! Еще и лагать жестко начало в этом месте. Короче, тут где-то доктор есть. Этот кот, блядь. Смеется надо мной и настроение поднимает, как будто. Ну да, псевдогигант всегда был довольно-таки крепким. Да ебать, какой нахуй КПК, бля, братан, сука, пизда. Они так близко друг к другу расположены. Я даже ого, если нажимаю, как будто КПК открывается. Но оно просто по другой что-то там, типа, не знаю, что конкретно. Тут практически любая кнопка открывает КПК. Да, блин, съеби нахуй. Да, блять, КПК, сука! А чё делать-то, блядь? Чем лечиться? Я очень близок. Я безумно близок к тому, чтобы выжить. Прям пиздец близко. Мне как будто бы достаточно сейчас прибежать куда... Может... Блять. Лечь спать? Да, у меня все закончилось. У меня аптек дохуя было. Я причем их так хуёво тратил, блядь, бездумно, блядь. Я раньше ради... Нет, почему? Да бля. А?
Да, вот это еще. Я. Да. Я вот что заметил, рядом со мной, кажется, есть хрон на, ну, в кладбище. Может, там что-то есть? Где там уже светло? Ну да, у меня 12 дня только. 12:20. Я супер рано завел стрим. Блин, у меня же скоро день рождения, 1 декабря. О, спасен! Блять! Разница, конечно. Да. Сука, тут есть хрон, тут есть хрон. Как раз то, что доктор прописал, так сказать. Да ебать! Как это, блять, охуеть, как неудобно просто, я не могу нахуй. Только ПК откроет, то еще что-то. Это, блин, 5-е, 10-е, блин, капец вообще. Да заебал, блядь, ебать! Блядь, чтоб вы понимали, буква И, инвентарь, да? Вот рядом с ним, сука, блядь, каждая кнопка открывает КПК. Каждая, блядь. Просто каждая, нахуй. Пиздец, это мне очень точно нужно попасть на И, блядь. Очень точно нужно попасть на И. Пиздец просто. Короче, сразу бинтуюсь и открываю этот схрон. Лучше так. Это пиздец, просто каждая кнопка открывает КПК. Бля, как же у меня ХП отлетает, просто жестко. На что жалует? Да я умираю, блядь! Кстати, с полезными. Есть! Блядь, я выжил нахуй! Сука, назло всем выжил! Блядь, я выжил! Пиздец, я выжил! О, как я жестко выжил, блин, просто охереть! Пронеслось! Ты чё нахуй? Вы чё, блядь? Движуся! Чё началось? Вы чё конченый, блядь? Я свой нахуй! Блядь, я не должен был выжить, что ли? Чё началось-то? Блядь, вы чё душите нахуй? О нет. О нет, это говно продолжается, да? О нет, погодите, это... Что меня убивает так? Не... Меня, может, что-то с ума сводит, блядь, я что-то не знаю. Да ну нет. На что жалуетесь? Ну, хвастайтесь полезным. Ты зомбировался, ты зомби. Я зомбировался? Ну, похоже на правду.
Негативные эффекты действуют. Бля. Пси-защита. Вот смотрите. Так, лег спать. Я пси-защиту там себе вот таблетками закинулся. Да ну нахуй, оно все еще действует. Я раньше ради бара приходил. Теперь и ради хорошей компании. А, Подавитель. Блин, ну мне пси-защита жестко нужна. заходи. Я не пойму, я спасся или не спасся? Я жив, не жив? Не пали. Злой кот. Да. Ну так, надруй. Огонь на поражение. Эх, сейчас бы в банке. Блин, почему недоступно-то? Блин, я проклят нахуй. Бля, я проклят, сука. Так. О, янтарь, кстати. Бля. И когда? Блин, вот как будто бы с рыжего леса надо. Тебя стреляю, потому что с пистом бегал мне. Ну точно вот до этого места. Вот до этого места. Я не пойму, вот, короче, рядом с рыжим лесом то ли этот находится, то ли Припять, то ли что, короче, что-то такое, как будто место. И там вот прям началось вся эта вот канитель безумная. Там радар вроде рядом. А, блять. А это сейф, в котором я не могу выбраться из этого места. Ну охуеть теперь. Давай, панул. Да не, я пробовал. Вроде как нельзя. То есть он ничего не дает.
Видишь? Вот у меня тут аптечек до хера. Ну даже так. Да ёб твою мать, ну это невозможно. Ловушка Джакира, блядь. Как ты сюда залез? По балке. Получает тонну радиации. Но тут вот это вот автосохранение, по-моему, после того, как я выполнил квест, убил бандитов. Блять, и тут с гигантом ебашится. Ну блин, ну такое нахуй. Чё-то неохота. С гигантом опять ебашится. Короче, надо вот отсюда как-то было выходить. Не знаю как, но надо попытаться. Но он ТПшить должен, по идее. Ну да, я уже заходил в подобную дырку пузыря. И оно меня ТПшило. А это не ТПшит, непонятно. Это так. Блин, может быть, все-таки смогу что-то как-то сделать. Ну, например, так, для начала радиацию. Да ёб твою мать, в смысле не заходит? Да вот это вот как будто бы повыше, вот этот ящик. Блять, из любой жопы выберусь. Из любой жопы. Да уж. Ну я думал, этот пузырь уж меня засосет. Ладно, теперь надо как-то выбираться. Точнее добираться. Не получая излучение это и безумное. Причем хер пойми, где я его так в таком большом количестве ловлю. Вообще непонятно.
Ну правда. А, сюда вот запрыгивать вообще не стоит. Оттуда как будто выхода нет. Блин, вот это вот место, оно прям такое. Вот разработчик точно не, ну, не хотел, чтобы сюда кто-то попал, видимо. Видите? Подъема даже нет. О, водочка. Так, водочка. Блин, я там очень много водки оставил. О, я сейчас всю водку мира заберу. Все, ёпт. Йоло. Так. А что спуск вниз был? А, я оттуда пришел. В эту базу. Это квест от свободовцев из бара Сторинген. Бармен сказал, что Миклуха отправил отряд свободовцев зачистить базу бандитов. И они типа давненько не выходили на связь. Сначала пошли искать этот самый отряд свободовцев. И у меня были координаты, где они, ну, последний раз выходили на связь. И нашел одного выжившего, тот дал мне ключ от тоннелей. По тоннелям я зашел на базу, всех убил. У главного ихнего бандита нашел КПК, переписку с каким-то информатором, который закинул инфу о том, что на них идут свободовцы. Гера какой-то непонятный. Типа, судя по переписке, он, ну, просто реально хейтит свободовцев и просто хочет, чтобы их всех перебили, типа. А этот самый, типа, бандит, типа, говорит: да, я тебе купон отправлю, спасибо за инфу. А то такой: ничего не надо, просто делай то, что делаешь, убивать свободовцев, и все будет окей. А тот такой продолжает, типа: да ладно, ну чё ты, типа, давай я тебе отправлю своих людей, двоих, одену их как-нибудь, и, ну, чтоб не узнали, и принесут тебе 2 блока водки, типа. А тот такой, типа, пишет ему: блин, если я твоих увижу, я их пристрелю на месте, типа. Сиди, не рыпайся. Что-то в этом роде. И жди следующей инфы, и все. Ну, какой-то стрёмный такой, типа, хер непонятный. Который тупо хейтит. Может, из долгого он просто. Непонятно. Да, долговец, наверное. Гера его зовут. Вот тут я как будто пси-излучение хапанул. Но непонятно. Вроде пока ничего не хапанул, но... Вот здесь. И тут внизу есть артефакт. А его взять хочется. На самом деле. Или, может, и раньше получил пси урона. Потом возьмешь. Да, в смысле, нормально все. Видите, все излучения не получают, только химурон. Пока как будто бы все спокойно.
Если это так можно назвать. А вот тут я, кстати, не был. О! О, да ладно! Прикольно. Так, я сюда вернусь. Вот тут должен быть артефакт. Вон он, вижу его уже. Светится. Его забираю и иду сюда, поднимаюсь наверх, все зашибись. Ну чисто охуенный план. Не сам, ну сам, да вроде нет. От артов излучения может идти? Вы все подумали об одном и том же, да? Ну подождите, ща, погодите. Да не. О том, что они у меня просто в кармане? У некоторых людей артефакт вызывает маниакальную жажду обладания, достаточно одного контакта, причин пока не ясна. Да не... Оно? Да не. Оно и до этого меня пси-излучение гнобило. До этого артефакта. Угу. Ну. Оно у тебя скачет. Так, вот это. Спасибо. Кто скачет? Фока скачет. Ну, Фока скачет. Дарси де Кока. А Кока звучит хорошо. Кокаином. Так. Ой, наконец-то этот пиздец закончился. Ёбаный рот. Ну, я пытался. Ну, я сделал. Как бы... Все, что мог. Я выжил, по сути, но потом эта пси-защита меня... Ну, точнее, пси-излучение меня догнало. А как спасаться от пси-излучения, вообще непонятно. То есть какой-то мега проклятие. Как... Авада Кедавра, мира сталкера. Таблетоса у ученых внутри. О, нифига себе. Ну ладно, хабарчики заберу. А, это то самое место. В моде из имбирства лечил от этого Сахаров. А ты все по тьмах шаришься. Да, есть такое. Да ебать, ну в смысле?
Я ж далеко стоял. Но тут Сахарова может быть и не быть. Вот в чем прикол. Что это было? Тут пизды получил. Плоть. Внезапно. Да чё за хуйня, блядь? Ёбаный рот. Привет, Френдли. Но в наше время происходит. Типа. Какой тут сюжет? Но... в общем, мы играем за какого-то... типа а-ля бывшего сталкера. Скуф его зовут, или Скиф. Жил он себе, жил в своей квартирке. Где-то вот на пограничье зоны, видимо, или где-то там. Он жил тем, что продавал артефакты из зоны. Но так как все артефакты теряют свое свойство, выходя из зоны, они становятся пустышками, и он, в общем, такие вещи вот продавал всем, кто хочет приобрести такие типа штуки. И вот у него, оказывается, у него в квартире одна такая типа вещица, но она не потеряла свое свойство вне зоны и взорвалась у него в квартире. В итоге у чувака квартиры нет. И он такой, блядь, надо как-то это дело исправлять. Берет этот артефакт, расспрашивает у людей, что за хуйня. И там один чел, типа, очень сильно интересуется этим и, типа, говорит, блин, давай его мы перезарядим на зоне, возьмем с собой сканеры. Есть, короче, специальные координаты, где можно, ну, зарядить его, и все будет хорошо. А за новую, ну, а за деньги, вырученные за счет зарядки этого артефакта, ты, ну, сможешь купить себе новую хату. И чел такой, да, блин, зашибись, короче. Мотивация, все такое, и он поехал на зону. Как бы он заряжает артефакт, но тут же на него нападают несколько группировок, там Варта, это местная какая-то новая группировка, которая подмела под себя дохуя кого. То есть свободовцы и долговцы прям сильно считаются с этой темой. Она прям такая... Ну, я не знаю, что такое Варта. Оно то ли ЧВК, то ли правительственная какая-то тема. Но они, в общем, взяли и помирили долговцев и свободовцев. Ну, не то, что помирили. Сделали какой-то такой прям... заставили их подписать договор о перемирии, типа. Чтобы в открытую конфликты не этовались. Поэтому они вот как раз таки, кстати, друг друга вот так вот всячески крысят. Типа. Скидывают инфу там бандитам, чтобы они ебашили свободовцев и там прочее, и так далее, так далее. Ну, короче, суть такая, то, что когда мы зарядили артефакт, пошла инфа о том, что вот какой-то хер, типа, внекордонный с большой земли пришел, короче, что-то там какая-то мутка творится, надо в него пойти отжать вещички, типа. А тот чел, который скидывал координаты вот тех мест,
куда надо, ну, ставить сканер и заряжать артефакт, как раз таки нас и сдал, как будто бы. Потом мы идем к нему, этому хую, и говорим, ты чё, сука, нас сдал? А он такой, типа, блядь, я хотел сдать, конечно, но не успел. Что-то там кто-то пошло не так. Ну, там, пиздец, короче, история такая закрученная, вся херня. Нас, конечно же, когда вот артефакт был заряжен, нас напали, нас оглушают сюжетным образом. Там чел, который нас оглушил, как кажется, Нестор его зовут. Он такой должен был убить нас, но не убил, пощадил, выстрелил в воздух, непонятно кто. Потом нас спасает Рихтер, подкидывая нам болт, говорит, типа, мол, добро пожаловать на зону, все такое. А Рихтер такой чел, типа, странный. Любит зону, вся херня, он, типа, прям кайфует от того, что он здесь находится. Ну и, типа, как будто по доброте душевной нам помогает. Хотя у него явно какая-то своя, типа, тоже мотивация непонятная. Так, получается, игра одна большая бесшовная карта. Раньше же переходы были. Рихтер Бельмонт, да. Ну да. Ну, то есть я довольно-таки сильно удивился тому факту, что я, по сути, ну... Я, по идее, должен вот тут находиться. На свалке. Короче, тут у меня основной квест идет. То есть я только на второй локации должен находиться. А я взял и ебанул хуй пойми куда вообще. Когда я с каким-то, ну, таким, чисто по зову исследовательского духа решил прогуляться, дошел до ростка. Это база свободы. И они такие, типа, слышь, хочешь выполнить квест? У нас тут, типа, отряд свободовцев пропал, которые нападают на базу бандитов. И все. А туман раскрывается как Бордер. Не знаю, кстати. Вот туман, он вот так и остается, как будто бы. То есть это вся карта. Но она, блядь, без того огромная. А еще и благодаря тому, что, ну, fast travel как такового тут по сути нету. То есть тебе приходится найти особенного человека, который типа занимается fast travel'ами. А этот человек, он, ну, обычно находится в больших каких-то локациях. И то он типа перемещает тебя платно. Блять, вы кто такие? Я вас не звал. Блять, ну идиоту нахуй. Как будто бандиты. Или наемники. Гасите лимон. Да, наемники. А, не, бандиты, смотри. Это я еще и с этими, с модами, они вот так вот появились. То есть мод у меня стоит такой, который типа регулирует вот эту вот как раз таки тему появления мобов, чтоб игроку скучно не было. Да блять! Да сколько можно? Новых локаций добавили. А то как будто все старые, переработанные. Ну, типа, да. Ну и новые как будто появились. О. Вот ты котенка тут, посмотри. Такой. Вот фотик.
Уругуйда, очоно берем. Хараскон уругуйда бутак. Олина нюхуйчер. Да. Хлеб щегин да. Да, я. Или картошка. Картошка. Картошку будешь? Вчера, ага. А я. А? Я. Молодец. Все. А то вот это что не сделал? Ля. Надо добавить. Вот. Ко-ля. Вот. Ва-ля. Понял? Бу. Все ебашат сталкер. А поначалу-то они не стримили вообще. Все стыковали, сидели. О, а вдруг посадят? А вдруг посадят? Да. Да, уроки. Гоша Клей. Я чуть было немного неправильно прочитал. Ну, с модом мы не должны посадить, да, конечно. Ну да. Но смотрите, тут еще какая тема. Я поставил мод еще на реальное название оружия. То есть в оригинале это бы как-то по-другому называлось бы. Не ВВС Винторез, а точнее ВСС Винторез, а ну хуй знает, как-то по-украински там. Типа ПВВ тихушник нахуй или как-нибудь еще. Первый класс, конечно. А? Отя, посмотри, нарисуй мне рисунок, тогда дам поиграть. Папе рисунок нужен какой-нибудь. Только тогда. И пойдемте картошку. Да, наложу.
Прикройте. Ничего себе. Нахлобучим гранатами. Братаны, прикройте. Нычися. Да, уйди. Да, это счетчик смертей. Я до хера смертей потратил на Залесье. Это начальная локация деревни. Я там пытался перебить всех вартовцев. Всех вартовцев. Но они там на месте респаунились.
Я думал, что смогу переагрить их, если одновременно убью всех вартовцев. И тогда новые вартовцы перестанут... Ну, они появляются, как его, дружелюбными. Но если рядом с ними будет стрелять вартовец по отношению ко мне, тогда они становятся, ну, агрессивными. Короче, так там все работает. Ну, тут очень легко умереть от всего. Аномалий, там прочее. По поводу и без, так что... Да. Это норма. М? М? Смотреть-то. Спасибо. Спасибо, ребят. Приятного аппетита. Желаю. Короче, срать на этот хабар. Картофельное пюре. О! Сверху наложил острого соуса. С курочкой. Тут еще есть. Ну, картофельное пюре с курочкой. Вчера приготовил. А тут что у нас? Ух! Вот, синхрон. Жалко, в игре курочки нет. Хотя это было бы странно.
Хотя, с другой стороны, если бы их в всяких безопасных зонах разводили бы. Да в теории это возможно, не? Блин, не думаю, что курица возьмет и мутирует моментально. Суки, дайте поесть. Сбоку заходи. Блин, сволочь. О, в потолок зырит. В небо смотрит. Вот и потух его фонарь. Так. Так вот о чем-то я. Ну, курицу разводить же можно, по-любому. Ну, те же свободовцы, я уверен, занимались бы такой хуйней. Они типа такие всякие разные наемники с зарубежья, так сказать. Они бы брезговали бы, наверное, кушать тушканчик или типа того. А ты что, анекдот про бар не помнишь, про грибной соус? Нет. Что-то популярное, интересно. Не, ну я верю, что что-то про грибной соус иногда пишете. Но что-то вообще. Славный обед. Ну, там, это же типа банка из-под варенья, но ее можно использовать как стакан. А Махеев это компания, которая делает это варенье. А, но они не только кетчуп делают, они делают и майонез, и кетчуп, и варенье. О, про это вот спрашивают. Прикольная тема. Стакан стаканом. Продают вот так вот. Так, сейчас умоюсь и подойду.
Голову, блядь, голову. Ну потому что ты умер. Коска смеется над тобой. Да. Кока смеется. Кока. Ты вся кока. Джулурхан сиді. Берсен көр. Етіне берсен көр Джулурханға. Блин, надеюсь, за это сраное задание мне дадут миллион денег. Просто охереть, может, как я... И надо бы вернуться на основной сюжет, а то что-то я вообще... Повернул не туда, и путь стал каким-то замысловатым. Это. Джулур. Картошку попробовал, да, Джулур? Дай ему попробовать. Жизнь. Угу. Молоко, сахар, вот не? И тиуда. Вот не? Чай да. Не, спасибо. Хорошо. Антон, позже, но поиграем. Только чуть-чуть позже. Я сегодня с сыном обещал в Fortnite поиграть. Так что у нас сегодня еще Fortnite будет. Будем в команде. Самое что удивительно, у плоти-то 5-я точка есть. Казалось бы, его может быть и нет, но он есть. Я раньше ради бара приходил. Теперь и ради хорошей компании. Сторинги пошли. Это радио?
Хитрики тут еще есть, интересно. А? Че? Вода. Ща, погоди. Я не знаю, звук будет нормальный, нет? Если я попробую поменять. О. Так. Как оно? Так, разобрался с бандитами. Схоже, бандити на складах закінчились. З групи лише зажим вцілів. А, вот это не переведено, не озвучено. Дякую, Скифе. Спасибо, свяжись с ним. О, держи за труды. Передам Миклухе, что он нас всех выручил. Теперь, когда эти при свободе кровь не портят, а в поставках перебоев не будет. Приходи в любое время. Буду рад видеть. Ассортимент у меня. Ассортимент хороший. Ага. Подожди, он сколько мне денег дал? Давай. Как там? Ты мне что-то дал вообще? Есть. Так что. Пока. Так за. Блин. Ля. Вот это трек. Вот это нормально. На заре. Так, надо бы продать, наверное. Правильно, что выбрал меня. Что пред... Выбрал меня. О, ну ничего себе. Пси-защиты никакой. А, так пси-защиты вообще нету у меня нигде. А я-то думал, это еще защищает. О, вот оно что, Михалыч, говорит. Артефакт. Ну, 10 тысяч. Не шибко много, конечно. Что поделать? А, это с ВДшки патрон.
Сходство с ювелирным украшением обеспечило короне высокую цену на черных рынках от большой земли. Но, блин. Ну, цена у всего фиксирована какая-то. Все равно ничего нормального не получится. Ну, хотя бы 25, может, получится. Мяч в сумке. А, точнее, в этом. Ну, в схроне лежит у меня. В схроне. К старьевщику можешь, да? Ты это хони. Я раньше... Это ты это хони. Старьевщик-то. На то Схрон, да. это хони. А? Тюхни? Там мячик. Ну вот он мячик. Это артефакт такой. Это папа мячик. Это папа мячик. Да. А то нашел его. Хорошая вещь вроде. Ну, дорогая, по крайней мере. Экспансивный. Блин, экспансивка, кстати, хорошая тема. Особенно по мутантам стрелять. Так, давайте шлем положим пока. Мне кажется, понадобится. Короче, ПКшки положу тоже. Продавать их особого смысла нет. Гроши. Так, трофеи. А не только так можно. Папа не только так. Папа не только так. Карта, да. Не, карта есть. Шах и мат. Ну, это так. Как будто бы дорого. Но на самом деле нет. А, его даже передать нельзя. Так. Тогда что мы делаем? Давайте починим винторез. Может быть, улучшим его. А, ты по поводу техники, ну. Будь. Блин. Цена, конечно. Вот и все, денег нет. Так, ну давай винторез. Винторез. Так, короче, вот это важное улучшение, чтоб износа не было. Снижение веса. Ну, блин, 7К за это отдавать. Папа, а ты иди. Идти, да. Да нет. А, ну там электрическая. Тут еще вода есть. Папа, сама ты? Не трогай. Пускай стоит. Так.
Износостойкость. Термозащита, радиозащита. Мне бы, блин, пси-защиту. И вообще было бы хорошо. Не спит тактикал. Я выжил. Спасибо за клип. Блин, привалка, кстати, давайте. Крепление оптики. 10. 11 тысяч просто. А износостойкость есть тут? Отдает. А? Отдает и дает. Блин, уменьшение отдачи. Вот как будто бы это стоит взять. Блин, а я купил. Я хотел просто... Блин, ну ладно. Точность прицеливания. Задержка дыхания. А как задержка дыхания связана со мной вообще? Уменьшение падения урона. Ну, кстати. Скорость полета пули. Уплотнитель муфт, возвратного механизма, дальность полета пули увеличиваем. Ну, 4000 за это. Эй, да, Тонксу и Мариник. Ладно. Пока давайте сохраним деньги. Заходи, не стесняй. Главное, деньги как бы пошли на ремонт. И вроде как в плюсе даже остались. Блин, давай-ка половину всего я оставлю в натуре. На схроне. Что-то мне слишком много аптечек, слишком много этого. Офигеть, мне видов патронов. Настильный, экспансивный, обычный, бронебойный. Так, автоматный патрон с повышенной дальностью стрельбы оснащен полуоболочной пулей, открытым садищиком на закаленной стали. Требует более тщательного захода за оружием. Настильный, бронебойный. Так, ну что-то положить надо. Блин, у меня много слишком. Давайте будем пользоваться привалкой. И что-то мне хочется все-таки на привалку поставить этот улучшение. Давайте поставим. Ну и все, нет возможности. Будь. Заходи.
Я раньше ради бара приходил. Держись меня. Выбит. Держись меня. Коллиматорный прицел C2. Вот для него как раз таки. Где-то граната. Да, граната есть. Я вот что понял. Надо было бы мне... Так, давайте-ка на стильные патронки продам. Еще какой-то я много получу. Юджина. Ты по поводу техник. Погоди. Заходи. Слегка перепутал. Вот. Вот. Другое дело. Ну все. Попробуем на арену зайти. Хотя вряд ли что-то изменилось. Прятаться. Ну да. Здорово. Здорово. У кого в долге? Башка имеется, тот уже просек нашу тьму. Да, живыми мутантов ловите. Тут попотеть надо больше обычного. Но зато и в карманах потом не ветер. Не пропадай. Не пропадай. Блин. Конечно, это озвучка. Ладно. Так, что там у нас по заданиям? Посмотрим. Да, все. Так, подождите, а где, собственно... Не сюда, что ли? Как бы не особо хорошо помню, где Варан тусуется. В Своре, по-моему. Интересно, а чё мне не помечает? Основной квест. Странно как-то. Надеюсь, ничего не поломалось. Блин, я не пойму сейчас, какие боеприпасы у меня. Вроде обычно. Вот аномалия это. Аномалия это...
Блин, да ладно. Чё? Вот Баюн, блин, опять. Да ладно. Ну там этот сраный Баюн копирует себя. Ты. Да ну. Ой, наконец-то, господи. Как же тяжело с этим Баюном сражаться, просто мерзость. Реально, такое ощущение, что я лучше бы с этим, с Кровосиси помахался, нежели чем с Баюном. А то это монстр такой, создает вокруг копии себя, и те атакуют тебя. Вот знал бы ты, кто такой Наруто, ты бы понял. А? Это не знаю, что-то шумит. Непонятно. Если что-то непонятно, это аномалия. Всегда. Это придок был. А у Бабаюна другое поведение. Так они еще и разные. Ничего себе. Придок. Придок. А это придок из семейства кошачьих тоже? Или типа... Чё? Седок, точнее. А, это... Собака. Блин, а Баюн что делает тогда? Нихера себе. Походу Баюна-то никогда не встречал. Баюн, 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 Баюн. Интересно. А чё это они на меня напали? А, погодите-ка, я в другое место пришел, лол. Я здесь Шаха же убивал. Мявкает всегда. Сука. Мявкает. Папа Бублик-то. Пацаны. Давай-ка сюда пойду.
Воу. Опять все атаки, что ли? Что это было? Так, это лабиринт. Он тот последний остался. Это вот аномалия, вот эти вот, видишь? Если наступить, электричество ударит. Вот. Это одна из аномалий, называется электро. Есть еще другие всякие. Фига себе. Интересная локация. Военная техника. Танки всякие. Антон хранят тут, видимо. Хранили, по крайней мере. Сейчас она уже не работает, бесхозно. Угу. Ау. Слишком быстро двигался. Блин, не то нажал. Да блин. Я уверен, что может. Ща. Да не знаю. Оп. Нормально. Вот это я хитро. Не знаю. Кто такой? Рузвельт. Что здесь забыл? Шах наконец нанял кого-то, кто не поднял на уши всю охрану. Или ты от варана. Неважно. Хочешь начать стрельбу, можешь рискнуть, но я бы предпочел разговор. Хоча б байдуже. Хочеш влаштувати стрілянину? Говори. Говори. Для начала я хочу знать, что тебе предложили за мою смерть. Деньги? Купаны много. Обычное дело. Только есть нюанс. Никто тебе обещанного не заплатит. Видно, ты недавно в зоне, раз еще не в курсе. Пока бандитов на прицеле не держишь, им верить нельзя. Надо глянуть, короче. Можно. С вараном и шахом меня не равняй. Я 10 лет в долге провел и, может, еще вернусь. Только сначала покажу разным недогенералам на примере, как зону от дряни очищать надо. Да и пойми, волны, бандиты, они же не люди, как мы с тобой. Они, считай, тушканы, безмозглые, жадные и плодятся быстро, если не отстреливать. Вот свалка ими и кишит, а могла бы процветать. Впрочем, это моя забота. А с тобой давай договоримся, как цивилизованные люди. У меня остались связи в долге. Я хорошо заплачу за свою жизнь. Решим дело миром.
Мне нужен твой Мне КПК. нужен твой КПК, чтобы заказчик поверил в твою смерть. Не вариант, сталкер. В КПК вся моя жизнь. Информация о делах, контакты, деньги. Проще сразу под пули подставиться. Ну ладно. Ладно, давай по-мирному. Отлично. Значит так. Сейчас ты без лишнего шума покинешь базу и военторга. Скажу парням тебя пропустить. А как выйдешь, свяжусь с тобой насчет награды. Слово долговца. Ну ладно. Поверил твоему слову. Сука, умный, блин. Тогда удачи Не сразу и отдал до мне связи. деньги. А то я-то, ну, как бы решаю... Ну да. Я вообще планировал его грохнуть, когда он мне деньги переведет. Но... Парень действительно умен. От меня выйдет вольный. Не задерживать его. Пусть уходит. Раз тебя Рузвельт отпускает, то и я держать не буду. Но как ты внутрь пробрался, не понимаю. А тебе все расскажи, блин. Так, метель. Дёжная ночь. Молния. Погода такая. Привет, Маша, здорово. Рад видеть. Где 500? Пачки. Бронежилет. Угу. Так, на завод, наверное, надо пойти. Блин, где этот сраный варан тусуется? А, он, да, он на заводе, блин. Салфановый комбез. Да не, он нормальный. А ничего, такая озвучка. Ну, есть косяки, но вполне, типа, такой, да. Он еще будет обновляться и так далее. Это не конечный вариант. Потом будем добавлять новые версии. Это нейронка, понятное дело. Но потом, я думаю, будет вообще нормальная, хорошая озвучка, профессиональная. Games Voice же делают. Вот. Надо бы его дождаться еще тоже. Ну, вот, эта тема происходит. Не хочу. Ну, блин, придется. О! Артефактыч. Да ёбаный ты. Антон, потому что умер. Посмотри. Папа хомяк-то. Посмотри.
Да ёб твою мать, как жестко. Ну, потому что много раз умираю. Я так на фолочь поставил не разучку, но такое. Многие диалоги напутаны, или персы диалоги, информация обрабатывается и чем так пробовать. Ну, понимаешь, время уже другое, все. Нейронки как бы не стоят на месте, идут вперед. Да хуй знаю, я ж кидаю. Я не вижу, вообще не вижу. Они вот как будто бы где-то что-то рядом есть, но не понимаю. У меня тут еще маленький хейтер сидит рядом. Бублика меня называет, хомяком. Нейровидосы. Ну да, нейровидосы очень быстро. Да я хуею. Ну видосы тоже развиваются. А? Вот такой. Да ну нет! Да блин, говно. Да блин, господин. Этот кот. Да ну нет, ну не надо, не стукай, блин. Ладно, я все время болты буду кидать вперед просто. Да блять, ну что нахуй? Сраный кот. Да ёб твою мать, ну как так-то? Да блин, а где артефакт-то этот, сука? Оно даже не хочет пиликать нормально, типа, ну то есть оно не становится чаще там. Оно пиликает одинаково вообще. Да пошел ты. 999 тысяч, да. Может и дойдем до такого числа. Ой. Саренерен. Тюсь. Да пошел ты нахуй, блядь, пиздец.
Сколько тут аномалий насрано вообще. Сколько, я не понимаю. Я реально не вижу. Их причем очень много. Держи гранату, блин. А, ну да. Боже мой. Да, много-много умер. Что поделать? О, ну наконец-то, ну, блин, где-то тут. Вихрь. Ну такая. А, и радиация все равно растет, да? Классно. На завод. Выбирай, сталкер. Хабарчик. Хабарчик. Бля, меня иногда корёжит от этих цен. Просто безумно. Так, ладно.
Возвращайся. По идее, я могу вот так одеться. Физуха. Ну тут радиозащита прям жесткая. Пока так. Так, 12 тысяч у меня. Надеюсь, Вы... Снижение веса. Дело будет. О, наконец-то день наступил. Так, все, топаем на завод. Так, наконец-то пришли к этому варану. Деньги или КПК одного из паханов. Иначе я тебе здесь не рад, вольный. По поводу твоих конкурентов. Уточню, они мне не конкуренты. Просто швали, которая за счет свободы и долго выезжает. Так что тебе нужно? Я устранил Шаха. Я убил Шаха. Вот доказательства. Наконец-то кто-то усыпил эту бешеную псину. Теперь мне ясно, как ты сам от этих мутных фраеров отбился. Кстати, знаешь, как они тебя нашли? Сканеры запаяны, жучки. Нестор поделился. Ладно, теперь моя часть уговора. Один из нападавших в подземном гараже. Вот тебе ключ. Приятной беседы. Ага. Хорошо.
Ха. Четко. Нашел фраера. Сука. Бля, прикрывай. Сваливаю. Переписка Варана и Нестора. Нестор, какого хрена, что случилось? Вчера, когда ваш сраный сканер обкатывали какие-то гондоны, моих пацанов пересанули. Кто? Вроде в костюмах вольных, но видно, что с чужого плеча. Утюг говорит не местный. Мы одного в гости пригласили. Понять не имею, Варан. Нестор, сука, мои пацаны в вашем сканере поколупались. Вы чё, кинуть меня решили? Там же чё хотели, чтобы мокрушники ко мне на завод заявились? Видимо, ты очень занят. Ничего, думаю, мы скоро поговорим лично. Варан, блин. Бандиты недорезанные. Типа он тут, да? Нестор. О. Лол. Мертвый лежит. Лол, это Нестор? Вот он не он. Хер пойми. Необычный нож. Необычный КПК. Необычный КПК не похож на те, что обычно используют сталкеры. Его предыдущий хозяин был в числе тех, кто охотился за сканерами, но, как и сам КПК, не пережил встречу с бандитами Варана. Угу. Эколог. Исследователь. Возьму. Последний его звали. Последний. Покинуть территорию завода.
вообще не играет. Фокус. Мгм. Так, ну ладно. А, погоди. Вертолет, лол. М. Так, 73 метра. Так, значит, это не то подземелье. Где-то есть еще. Так, тут есть еще люди.
А, тут же стоит чел, да? Он не в курсе того, что произошло. Ну, практически. Да, грешный. Не в курсах ты происходящего. Так. Как сюда попасть? А. Блин, офигенное место. Ага. Прикольно, блядь. Блин. Капец, в меня сейчас урон лютый прилетел, по-моему. Хаттаб. Так. Ну. Да блин. Так, вот стена в дыре. Дыра в стене, точнее.
А, блядь, ёпта мать. Да ёб твою мать, сколько можно? Хорош! Да блядь! Ну блин. Где тут путь в подвал, вообще не понять могу. Весь первый этаж обошел, вроде нету. Хер пойми. А. Так, ну да, еще пошаримся. Не ломается. Блин, вот он. Ёб твою мать. Плохо искал, плохо искал. Чит калаш валяется. Хорошо. Coba din kita nyawa kunda. Untuk nyoput itu tu. Macam. Он kita handa. Этого ждешь-то. Сейчас. Ищи свой зад ко мне. Поглядим, что ты нарыл. Встретиться с кондером.
4. Прикольно. Ох. Ну, аккуратно. Блин, вот с одной стороны, кажется, как будто бы сталкеру не хватает транспорта передвижения, но с другой стороны, как понимаешь, что это испортило бы игру или типа того, знаешь. Вообще не подошло бы это и сюда. О, вартовцы пришли, блядь. Это что? Захват Террикона? Вопросы здесь задает Варта. Остальные кивают или молчат. Кругом, сталкер. Побереги воздух. Ты проходи, но никакого шума, иначе стреляю на поражение. У меня приказ. Хуя себе, блин. В DSC серверке с темой сталкер там есть транспорт. Помоги Террикону мне. теперь сложно придется. Паханы не поймут, если тут некому с ними перетереть будет. И как тут бизнес делать с таким маски-шоу? Они ж ненадолго тут, верно? Ну хз. Товарчик, показывай. Ну хз, чел. Помоги мне. Сердце гибнет. А еще... А, да ладно, он типа патрон с калаша стреляет. Сталкерских наград.
Возвращайся. Так. Фу, так делать. Охуеть, уже 4 часа. Плохой стример. Да хороший стример. Привет, Гудзон. Рад видеть. Фу нахуй. Блять. Блин. Все-таки МП5 до хера у кого есть. Вот так вот. И это в схрон. И все. Куда и к кому? Блять. Я ищу кондера. Я кондера ищу. Он тут... Я думал, ты посолиднее будешь. На второй этаж поднимайся. Там твой кондер. Я сообщу. Слышь? Коротко и внятно. Все. Да вы что прикалываетесь? Где мой техник на? Да блин, техника моего. Дернуло же место. Сталкерам вход запрещен. Глухой, что ли? Дальше нельзя. Ищу кондера. Мне нужен кондер. Постовой в его мастерской сказал, что он здесь. Имя? Скиф. Хорошо. Проходи. Скиф. Ваше оборудование, профессор. И не в Нейчазе, в зоне не пойми у кого. Вы меня в чем? А я, блядь. Нихуя себе. С медалью, блядь. Кто ты? Висатаки. Ты кто такой? Вы решил войнушку? Решил со мной в войнушку поиграть? Далин и я. Мы с Дмитровым обсуждаем картину. Что вы
Малюється. Который у нас в последнее время в зоне У нарисовал. нас цей пазл все ніяк Этот не пазл сходиться. все никак не сходится. Може, допоможеш? Поможешь? Пиздец, вот же они заморочились, делают анимацию, я ебал. Полковнику, дозвольте. Ви скіф. Костюмчик, ничего себе. Я хотів, щоб ви... Я хотів, щоб Я всі хотел, ми чтобы розуміли вы, гостроту моменту. мы все поняли остроту момента, учитывая исключительную важность миссии. І вашої теж, скіф. И вашей, в том числе, Скиф. Я чув, що вам Не передай, что вам удалось активировать одно из важнейших устройств, ценнейшее изобретение института. Паяльник сказав, що... Со слов кондера ты задавал ему неловкий вопрос про сканер. Вот с старого моста у вас все получилось, верно? А артефакт в сканере был угасший. Что с ним? Що з ним? Розповіси, що... Расскажи, что знаешь, и пушка твоя. Я був. А он мне нужен, что ли? Я там был. На мене напали. На меня напали так же, как и на ваших людей. Сканер теперь в чужих руках. Сканер викрали. И я ищу тех, кто это сделал. І тепер я шукаю тих, хто це зробив. Гаразд. Хорошо. Может быть, ты еще что-то про них разузнал? Допоможи знайти вибір. Скип, помоги мне этих ублюдков. Варта, типа. Ну, то есть, пойти по фракции этой самой Варты, либо нет, не показывать. Да не, наверное, не буду. Херни какие-то. Что-то раскомандовались, какой-то, блин, дерьмовый коллаж предлагает мне. Да, выбор стороны получается. То есть, стоит ли мне принять сторону Варта и дать им по КПК или нет? Да не буду, наверное. Они вообще мне симпатии никакой не вызывают. Какие-то ну, типа такие ребята. Отказаться можно от обоих. Да не, это вот одна Варта и есть, как будто. Варта сотрудничает тут с этим костюмом, который находится, ну, чел какой-то из института. Непонятный чувачок какой-то. Но с другой стороны, вот не покажу я этот КПК. И что тогда? А покажу сейчас, они, наверное, мне дадут ответы какие-нибудь интересные. Особых наводок-то у меня нет никаких. Так что... Не, по уму надо показывать. Если по уму, то надо показывать на самом деле. А если быть тупым школьником, то... не покажу. Ладно, давай покажем, похуй. Щось схоже трапилося С вараном бандитом с свалки случилась похожая песня. У нее тоже был сканер. Еще один чертов сканер? Твое величайшее достижение уже и бандитов во свалке таскает. Еще? Да мне, дочка, не валяй, бля. Сканер в зону было больше, чем по ней сталкеров ходит. Я ничего не... мужики, успокойтесь. На людей варан напали. И у одного из напавших было вот это. Ніхрена собі. КПК Монолита. А, монолитовский. Наконец-то я осиное гнездо разворошу. Дикий острів. Полковник. Укріплення. 2, нет, 3 КПП вооружены. Неплохо. Ні, 3. Доволі важко озброєні. Полковнику! Де вони взяли... И откуда все это натаскали? Черти, подай рацию. Зотов прийом. Сканер с артефактом. Там, в грязи, в отходах, среди этих сумасшедших. Полковник, прошу вас. Что если сканер пострадает во время моих действий? Это же бывшие монолитовцы. Нет, это совершенно исключено. Я даже не хочу думать об этом. Ні, це зовсім виключено. Я навіть не хочу думати про це. Можливо. Возможно, разумнее отправить на остров нейтрального человека, который вот однажды уже помог вам. Нам.
А значит, обладает, типа, качествами нужными. Прошу вас оценить риски. Мы можем потерять то, ради чего все это затевалось. Просто перевірка. Все в порядке, проверка связи. Дякую. Спасибо. Это Джимен, ну типа, да. К сожалению, у меня не было возможности представиться сразу. Блин, калаш уронил. Меня зовут Дмитро Далин. Я глава Ничаза. Храма науки. Пристанище гениев. Место, где Грааль не ищут, а изобретают. Сканер — важнейшее достижение института, но главное, что в нем сейчас активированный артефакт. Це відроджений артефакт у його серцевині. Якщо ви його Если вам удастся его вернуть, то мы осуществим задуманное, и человечество преобразится, потому что дорога к технологиям будущего будет открыта. до технологій майбутнього. І все це И все это благодаря вам, вашей смелости, вашему стремлению к прогрессу. вашому прагненню Представьте, каково это быть в авангарде. ви станете одним з перших на порозі нової. В авангарде совершенства. Це все чудово. Все немного проще. Але я тут тому Я здесь потому, что аномалия сожгла мой дом на большой земле, и кто-то должен за это заплатить. спалила аномалія. Цього не може бути. Этого не может быть. Но это произошло. Ще одна помилка. Где-то опять ошибку расчетов Эйнштейн. Скіф, ти Скиф, отправляйся на Дикий остров и найди там этих лидеров-бродягу. Він має знати, де шанс. Он должен знать, как по каким свалкам таскаются его люди, а при должном убеждении расскажет, по какие дела они умудрились влезть. Вони влізли по вуха. Я видам новий. Тебе выдадут новый. Тримай. Держи, это тебе поможет. Це Развяжет любой язык. розв'язати будь-якого язика. Щасти, бійцю. Удачи, боец. Жду новостей. Чекаю новин. А яке у нас діло було? Випити? Ні. Комбатант. Точно. Наливай. Мы с Дмитрием Валентиновичем обсуждаем картину, которая у нас в последнее время нарисовалась. Этот пазл все никак не сходится. Поможешь? Вартовская шестерка. Но это пока. Вот видишь, стало ясно, что это за КПК. А это нормально, вот это вот? Вот этот знак. А? Ну, чё? Эй, Скиф! Давай, чтоб не на виду. Посекретничай. Паханы не поймут, если тут некому Давай. с ними перетереть будет. Посекретничаем. Поболтать охота. Так ты меня звал, ну. Даже не буду спрашивать, что Коршунов от тебя хотел. Бла-бла, навести порядок, бла-бла, зона. Ключ к благу человечества. Плевать он хотел и на человечество, и на зону. Хотя уже Варта потихоньку становится ее частью. Только им не говори. Не откачаем потом бедолаг. Сходи-ка ты на лесопилку, Скиф. Одну сторону зоны ты уже видел. Самое время пообщаться со второй. Обещаю, не пожалеешь. На бизонов 8 часов. Добраться до лесопилки. А? Что? Птичка, да. Да, вон ну что ли? Упал бы. Найти бы толкового проводника в Припяти. Может, и рискнул бы Вот туда это хно, что вот мне. Вот это хно, стал бы мне.
Это кто нарисовался? Слушай, уже. Все хорошо, сейчас. Так, сделаем перерыв от сталкера небольшой. Пойдем играть в Fortnite. Сын обещал. Надеюсь, возьмем топ-1. Папа, делать так. Это умещенно. То вот. Пофиг, куда попал. Так, ща. Ай. Ай. Собака есть сиська. Бублик есть сиська. Кто Бублик-то? Какая собака? Ты чё? Да-да-да. Не болит? Что за шишка тогда? Это Боба? Это комар? Чуть-чуть было ранее. Храни, наверное, посмотрим. Мне мелкий достает с Roblox. Да не, Fortnite. Нам Fortnite нравится. Так. О. Чё? Что там есть? Новый скин появился. Juicy World появился.
Вначале приходилось Brawl Stars играть. Да, это нормально. Но я видел это на одном видосе каком-то. Это бублик? Тут вот это вот. Опять это бублик. Мгм. Да, давайте-ка музон включим какой-нибудь. Блин, давайте-ка не рейтинг. Без рейтинга. А? Куда? Да. О. Блин, каких только скинов нету в этом Fortnite. Охереть можно. Эх. Чё, куда? Сюда, да. Так. Раз, два. Робот. Окей, посмотри. Никого нету, да? Погоди. Машину надо взять и приеду.
Да мать твою за ногу нахер! Ну охуенно. Папа, наш университет. Угу. Сейчас, погоди. У него еще другая университета. Где его друг? Одя. Новый мод на сталкер, да. Конечно. Я просто название не поменял. Сейчас я вот сыну обещал дуо поиграть. Вот после этого вернемся обратно в сталкер. Почему папа дурак? И папа вот едет сейчас. Спасет Рухантика. Чё? Банк-то? Какой банк? Что? Будда? Человек-то? О, Господи. Да блять, ну и хуета. Сука, просто ебал. О, какая херня. Что это было? Почему я улетел? Ага, понял. Блин, просто ненавижу сетевые игры. Но я ему обещал, что поиграем сегодня. Конченая херня, просто я в ахуе. Ебучий этот ранец, блять, нахуй не нужный, вообще пиздец. Как и где он может помочь, вообще не представляю. Только почем зря я взял. Да, получается так. Вы же, блядь, наган долбоёб Джона, вы там Серенер Бахаус. Анна Мария. Спокойно, Серенер Бахаус. Да, Джонер был.
Да, целый. Чуть-чуть ударился в подбородок. Ой, блядь. Ну куда? Куда? Блядь, как же... Чё за хуй, блядь? Все, сына поцеловал, все у него хорошо.
Хорошо, Ралхан. Так, сейчас. Так, в том доме, да? Или не в этом? Я пытаюсь найти место, где меня грохнули, чтобы собрать лут. А, вот тут. Так. Ставь метку, куда едем. Поехали. Погоди-ка, сейчас птичку заберу. Ралхан, ходи этот на кухню. МТЛ. Приказ. Принеси сюда. Нет, нет. Вот он, это баллон, но там другое. Ну, давай. А, он против ботов так сражался. Господи, боже мой. Блин. Халк, ёптамать. Блин, я ждал встать кого угодно, но Халк, блядь, с автоматом такой. Че за бред?
Ложечка, да? Нормальный такой штин-курьер. А. Угу. Так, давай-ка. Джолор! 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 Угу. Да, это несколько раз. Главное, чтобы в горло попало. Джолор! Япон! Япон. Угу. Все, отнеси обратно. Чё орёшь, это что? Царя. Мелкий вообще не слышно. Вот он, вот он, вот он, вот он. Да что за херня происходит тут? Блин, охеренно просто. Ну, естественно, блядь. Сука. Классная игра, бля, обожаю, нахуй, блядь. Сука, ёбаный в рот, блядь. Ну, давай не будем играть, а? Что-то папа вообще не хочет. Ладно, давай сейчас играем. До скольки сидеть буду? Не знаю.
Бля, ебать, потный нахуй чел этот. Что папе проигрывать не нравится, понимаешь? Вот эти игры не очень. Папа не умеет играть. Так сказать. Папа хоть и умеет, но не умеет. Так. Что куда? Да блин. А чё так резко поменял-то? Техника опасна. Да блять, ну залезь, ебаный рот! Пиздец! Снайпер такая? Интересно. Так. Ну, блин.
сейчас 75, да? О, 90. Поехали. Да, блять. Да куда едем-то? Давай сюда. Там послушай. Что, мама сегодня по магазинам мембера. Да. О, вижу. Молодец. О, еще одна посылка. Так. Ну, давай поедем так прямо. О! Где-то тут человек.
А кто стреляет? Там еще есть-то. Да блин. О, хорош. Смена оружия, конечно, у меня прям дерьмово получается. Пойдем. Ну, капец, он по траве медленно едет. Это прям скорость бега, по-моему, обычного. Ну, а ничего себе, это что такое? Сенсорный гранатомет. Ладненько. Не подбирает. Уже полный. Уже полный. А вон он, вон он. Прямо. Высовывайся, стреляй. Да, это жестко. Угу. Еще стреляет. Вон они, вон они. Да куда он делся-то, ёб твою мать. Да мать твою! Боже мой, сука, почему не поднимает-то? Охуенно, блядь. Блять, какая ебаная игра, пиздец, нахуй, просто, бля, не могу, нахуй. Боже, какая тупая игра. Он лежит, а я его почему-то поднять не могу, только нести. Что за дерьмо, вообще понять не могу. Почему в некоторых случаях можно поднимать напарника, а в некоторых нет, нахуй. Офигенная игра просто, черт побери, блин. Чёткая.
Господи, как это меня вымораживает. Да, тряска жесткая. Просто ненавижу эту игру. Господи. Я аж голова, по-моему, еще заболела. Блин. Какая же проклятая игра просто. Давай сюда. Прыгай. Сейчас папа машину заберет. На машине быстро доберется. Блин, я машину утопил. Так она же обычно не топится, почему она утонула на сей раз? О, вот об этом я и говорю. Блин, где она? Забирай, ты убил же. Забирай, забирай. Да куда она кидает-то, ё-моё? Удочка есть, да? Так, что бы взять?
Интересно. Сейчас пойдем отсюда. Вон они. Рохан, сюда. Звук из поля чудес. Машина есть? Давай. Удачного рабочего дня. И скорейшего его окончания. О. Прямо. Вон они. А я тут справа сначала. Вон они. Вот это хороший дробовик. Поехали дальше.
Вон, 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 вон. Ёб твою мать, что это было? Есть аптечка? Аптечка. Нет туда. Посмотрите. Надо взять. О, стрельба. О, аптечка. Возьмем. Тосын яханы. О. Картофельный пюре теги посмотри. Да, на галамбе терен. Посмотри. Dan хлебный ага вакында. Картошка хлеб это курсата серида. Нормально сери. Гальда джамбата ёппот. Это бы постоянно слалка из ехони. Не понял. Тут же была стрельба, тут же были люди. О, да. Ты убил, да? О, молодец. Давай. Так, чё, садимся на машину, поехали. Есть что ли? Так, всего помаленьку, да? Что бы такого взять? О, стрельба! Стрельба! Посмотри.
А где его напарник? Угу, нас 4 теперь. Так, погодите. О, видел? Вон они, вон они. Да блин, а. Молодец. Ага. Вот там наверху. Что там у тебя? Ничего, да? Еще да? Блин. Да, блядь, двигайся, хуетан. Молодец. О, пошли вы сюда. Угу. На острове, вон и. Надеюсь, круг у нас сужается здесь. Да. Заебись, куст. Давай сюда.
К зоне, к зоне, к зоне. Поближе к зоне. Молодец. Хорош. Последний там остался. Стой, 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 блядь. Ну ебать. Да блять, ну как так-то нахуй? Да иди нахуй, блядь. Где? Прикольно, блядь. Да пизду, блядь. Ёбаный рот. И на чем этот долбоёб играл, интересно? Сука. Платформа не показывает, блядь. Че, может закончим? Нет? А? Что? Ну, хочешь закончим? А? Или все-таки выиграть хочешь? Выиграть хочешь? Ну, давай выиграем, постараемся. Не ругайся при ребенке. О, господи. Это, ну, как бы тебе некомфортно, а нам-то как бы уже дело привычное.
А что делать-то надо было, я понять не могу. Надо было сразу снайперку вытаскивать и сразу убить его, что ли? Чё, вообще понять не могу. Вот зря выкинули эту капсулу, вот эту, как его, с крепости. У нас крепость капсула была. Антон, там сооружение сразу строится большое. Крепость. Надо было его делать. Я его поменял вместо чего-то там, не помню. Выбирай сразу, куда пойдем. Ну, на карту посмотри, куда пойдем. К минимуму что-то. Поехали. Сразу прыгай, сразу. Раз, два, три. Прыгай. Где-то рядом уже стрельба. Вот наверху, скорее всего. Что, нашел Эминема? Эминема нашел? А, вот он. Давай сразу его убьем. Он у меня. Давай. Ёлы-палы. Why be a king when you can be a god? Это игроки, что ли? Да, это игроки. О, господи. Все, давай этот откроем. Ужин готовить. Хорошо. Что готовить будешь? Может, я тоже приготовлю. Хотя картошка есть, но, блин, надо где-то приготовить. Вон пистолет.
Кошка, да. Блин, вертолета нету. А он был вообще? Так, тогда пошли сюда. А вот, портал есть. Ага. Потом сюда в город. Окошки нету, походу. Открыто уже. Блин, а какой автомата нет? Машина. На. Полетели. Вижу снизу. Господи, нормально. Полетели дальше. Это кто? Да, ты управлять будешь. Попал, ёпта. Можно с вами? Да не, мы в дуо играем. Вот там. Полетели.
Ага. Вон. Ща. Нормально. Прыгивай. Вот там. А, где-то стреляет. Погоди, снайпер близко. Где-то по нам стреляет. Где-то он есть. А, вижу, вижу. Вон он. Алло? Оу. Антон с Джонсом. Ага. Антон Джонсом продукт. Ага. Посмотрю, скажет видео. Да блин. Да мать твою. Есть. Да блин, ну попади, ёшкин кот. А хорош, Орлка. Ладно. Давай собирать вещи и поехали. Хотя погоди, я с машины лучше подъеду сейчас. Машины что-то особо нету. Ну, разве что.
Вон они, прямо. Бля, да ну нахуй. Да пизду, блядь, как не попасть-то? Там прикрывай. Ну, стреляй, стреляй по ним. Да блять, ну сука, как не попадает-то вообще? Угу. Вот тут они. Хорош, молодцом. Все. Сделали. Еще? Так. Стоит забрать. Понадобится. Последняя группа осталась. Последняя команда. Оно где-то здесь. Давай наверх. Тут что-то есть. Забрал гнома. Вон они, вон они. Давай на этот дом.
Все, наконец. Ну, победили. Дай 5. Посмотрим. Ой, ненавижу сетевые игры. Так. Папа победил? Да, Ралхан и я победили. А? Папа, мне как зомби. Зомби играете, да? Посмотрим. Человек-паук, и зомби. Вы даете. Человек картошки. Угу. Разрешен огонь до поражения. Какие они важные, господи. Вдруг резко появились и такие типа, мы тут главное. Кстати, надо бы починить. А, техника-то нету, бля. А, вот на этом вертолете не приземлились. Серьезно? И не такие типа просто дали им себя захватить? Не стали по ним шмалять? А к чему вся эта охрана тогда вообще, в принципе, я не понимаю. Стоят просто. Я уж думал, не для чего-то тут стоят.
Комбатант. Блин, комбатант снизь. Блин. Ладно, давайте оставлю комбатант. Так. Угу. Террикону теперь сложно. Стрелец. Ебать. Ну блин. Я-то думал, прям хорошо прошел по аномальному полю. А, блин. Это то сохранение, в котором я... Да. На. Нифига себе. Прикольные вещицы мне дали, оказывается.
Блин, класс. Так. Угу. Заправка. А тут, кажется, радиация хорошая. Опачки. Так, закрыто, наверное, на замок. Блин, что это за херня? Ага. О, нормально. Эй, блин, не то применил. Дикий остров. Новая локация. Совершенно фиолетово. Давай, выброс. Или не он? Блин, выброс. Какой-то вольный. Это ко мне. Пропускайте. А? Сдохни играть. Зомби. По очереди не вот-то. Спасибо тебе. Хороший человек всегда приходит к обеду. Кто сказал, что я хороший человек? Некоторые ребята из Залязара. И я. Шрам. Не бойся, в этот раз ничего тяжелее бутылки поднимать не придется. Що це було на фабриці? Что-то было на фабрике. Используй то, что под рукой, как говорится, а в зоне можно не такое найти, если знать, где копать. Сканер, например. Піду огляну місцевість. Пройдусь, осмотрю окрестность. Не мой. Мені сказали, це розробка інституту. Стучать пошел, видимо. Далин? Отдаленно? Не, малый. Все прибамбасы причисленные разработка проекта X, нарытые в старых лабах. Проект X. У зони багато секретів.
У Зона много секретов и костей, из которых эти секреты выросли. В этих краях ученые работают задолго до появления института, еще когда до самой Зоны не было. А вот от них и остались печеньки, которыми мы угощаем Барту. Печеньки. Любите варту? Любите Варту? Варта не нужна. Их задача расширить институт до их границ. Превратить зону в послушный испытательный полигон на нужды ненасытного человечества. Далин говорит, что зона может послужить на благо большой земли. Но зачем ей большое благо? Это говно там уже навалом. Люди приходят сюда, в зону, за чудесами. Будущее за технологиями, а от чудес зона. Пока одни проблемы. Беда у тех, кто лезет в зону со своими приборами. И чует моя жопа, это только цветочки. А далинский трёп про счастливое будущее еще хреново кончится. Причем для всех. А вы чего хотите? Зомбированные? Расслабься. Это темная сторона зоны. Но есть и обратная, светлая. Она здесь, вокруг нас, но мы ее не замечаем. Вечная весна, клондайк артефакт, новый дом. Каждому своем. Главное, чтобы никакой варты. Мы хотим, чтобы светлая зона проявила себя. Пока ты для нас просто хороший человек, это все, чем я готов делиться. Вернее, что ты готов сейчас услышать. Красота нам в глазах смотрящая. Будешь грел? Ты зол, вот и не голоден, до чужих проблем. А что с его глазами? Ну, давай покажу тоже. А я могу и помочь. А вартовский жетон в карман не тянет, тукачок. У меня есть план. Я его придерживаюсь. Полковник подсказал? Ну, Самагаю... А, ну что ж. Вольному волен, но голову нужно беречь. Чего? Чего? Я нихуя не понял. Так, ну-ка. Давайте-ка... Надо убрать мод, по-моему... Короче, уберу мод на озвучку, он еще сырой безумно. И он, по-моему, ломает вообще игру. Что-то не гонят прям. Ага, ну и все, в принципе. Во всем остальном нормально.
Так. Сейчас буду готовить еду. О, аниме. Браття, іде викид. Шукайте укриття. Шрами, тут якийсь вільний. Пропускай. Він до мене. Ріхтер, хлоп. На фабриці. На перемотке. Поки для нас ти лише добра людина. Це все, що я можу сказати, чи скоріш все, що ти готовий почути. Красу не покажеш. Може, хлібушок? Розумію, розлючений. Тому й не голодний. Не голодний до проблем інших. Я не понимаю, я в прошлый раз показал необычный КПК, а они что-то... Своїх вистачає. Сподіваюсь, у вас все вийде. Щасти. Ну, радий познайомитись. Дякую за допомогу. Іскра пам'ятатиме. И они просто испарились. Не, вот он. Іноді. А если эту хуйню выбросить? Не выбросить, да? Хера там молнии долбят. Вау. Ну, получается, с одной стороны, я в открытую говорю, что я с вартовскими что-то там договаривался. С другой стороны, получается, я скрываю этот факт. И как бы не раскрываю планов варта. А я можу допомогти якось. А що, вартівський жетон карман не тягне? Ступка.
Побачимось. Нюхач. Нормально так сидит. Кудрявый. Ага. Вітаю. Кажуть, що можна... Говорят, что нужно выиграть битву, но проиграть войну. Не пам'ятаю, чи Не помню сейчас цитату, но точно про Варту. Старикон и не таких переживал. і не таких пережов. А, пережевывал. До скорого. Когут. А, це ти? Щоб тут вижити, треба триматися сильних. Але сила не в крутій споряді, як у варки, а в чутті. Воно шрама, воно точно є. Зона його веде. А ми? Кеда. А, да ладно, мне просто не дают по нему шмалять. Серьезно? А, граната же не взрывается. Понятно. Понятно. Іноді. Окей. Назар небрежный. Здоров, чоловіче. Здорово. Побачимось. Япон. То. Это как? Ничего, да? Ни хера не его сбрили. Да блядь, чё так трясет?
Да, Назар умер как-то небрежно, действительно. Феликс Джон. Я уж было чуть как-то неправильно прочитал. Типа нежный, типа. Потопали дальше. И что это санитарка? Что это типа чистое небо, да? Болото. Циклоп. Уф, нормально. Блять. Да. Черт, так много.
Блин, я чё, реально не сохранился? Блин. Блять. Шустрая падла. Оно уже тут. Не понял. Еще один? Стоп, а кто орал? Соответственно, кровосос был похоже. Ладненько. Просто смотримся здесь и пойдем дальше.
Приколись. То есть я урон наносил, кажется, по 2 кровосисям, которые ко мне подбегали по очереди или что? Угу. Что это было? Не показалось, ли какие-то линии были? Во, опять. Как будто стреляют. Ну да, стреляют. А вон они. А нет. Постойте, а что за стрельба вообще? Взрывы какие-то. Блин, стрим лагает. Ладно, сейчас я небольшую паузу сделаю на стриме. Пойду еду готовить там. И все такое. После снова запущу, скорее всего. Думаю, так. Да, какая-то суета творится. Нихера себе. Растяжки. И мины. Да вроде пирог. Оп. Нормально, хорошо. До обеда. Тобі до лікаря треба. Чого сидиш? Дикий острів. Дикий остров закрыт для сталкеров. Фига, у него зубы гнилые. Сработает как пропуск? Я звартую. Це моя перепустка. Це для мене Для меня это ничего не значит. Но бродяга захочет поговорить с тобой. Проходи. з тобою поговорити. Проходь. Камінь! Це ж сталкер! Всього лише один, брате. Це він нас має боятися. Он нас боится должен. Ну как сказать? Я мог бы тут устроить суету полнейшую, жесткую. Просто бам, и дальше, и погнали. И let's go. И окей, и alright. Смотри, не дают пострелять.
Думаєш, він щось від нас? Тихо. Це сталкер. Блин. Вот тут прикольный костюм. Евген овощ. Ну да. Це той сталкер. Это он. Пусть свалит поскорее. Фига себе. Ты кто такой? Я слухаю тебе. Чё нового в зоне? Освіти сяєвом своїм. Озари сиянием своим душам тех, кто отдал жизнь за исполнение воли Твоей. Да будет благословенна их вечность, единяясь с монолитом. Їхнє вічне єднання. Фига себе, монолитовец. Іди у світлі його. Прикол. Ха. Угу. Любопытно. Ну, раз ти все одно прийшов. Антирад є. Потрібно багато і одразу. Ну що? Ну, конечно. Якраз стільки і маю. Сподіваюсь, що з ним... Надеюсь, с ним все в порядке. Внеша наш доктор проверит. А ты что, собрался дальше по острову шастать? Многим это не понравится. У вас проблемы со сталкерами? Якісь проблеми з... Ни одна проблема. Ни хрена не хватает, и где это брать непонятно, а я в зону не хожу. Стоит под полденцу сунуться за ворота, обязательно найдется сталкер, который посчитает хорошим делом этого полденца убить. Или хотя бы обокрасть. Всем хочется отомстить монолиту, даже если никакого монолита давно уже нет. Что бы там кто ни говорил. Еще бродягу. Потрібно поговорити з бродягою. У него проблем хватает и без тебя. На складе токсичных отходов что-то бахнуло, бродяга пошел разбираться. Бродяга пішов розбиратися. Але ж тебе не так просто... Но ты же не так просто не уйдешь, да? Ясно. Зрозуміло. Перетри з дубнем. Поговори с Дубном, правой рукой бродяги. Пока он не разрешит, тебе на склад не пустят. Подлагивает, да? Да вот иногда подлагивает, иногда нет. Вот сейчас как будто F5, если нажать, то норм. Броня, которую как будто можно забрать. Ты сталкер, а братья знаешь, что здесь? Голосно про це оголосив. Справді, добре. Правда, что на большой не бывает выбросов? Это правда. Я не бачив викидів поза зоною. Кажуть, не вірте. Верят, не верьте сталкерам, они даже друг другу не верят. А Рихтер, получается, не обманул, когда мне об этом рассказывал. Нет, выброс всегда такое чувство странное, сам не свой. Получается, мне надо на большое жить. Жаль, я даже отсюда идти не могу. Тебе запрещено уходить? Тобі що? Забор... Не, ты что, бродяга никому не запрещает уходить, и возвращаться тоже. Просто он меня попросил не уходить, сказал одному мне будет слишком опасно. Я верю, брат.
что думаешь об этом месте? А що ти думаєш? Что думать? Хорошо. У меня тут инструмент и станок электрический. Профессор лодочку обеспечил. Лодочку. Если бы еще и братья не ссорились, и выбросы пореже. Но бродяга говорит, что у нас все еще впереди. Хочу поговорити з бродягою. Где бродяга? Не знаю. Ясно. Короче, с бродягой сначала поговорить, там тогда у нас Слухай, откроется эффект. сталкере, що ти, шукаєш де мотло скинути? Або щось новеньке купити? Слишком уж нормальными То сделали. на острові ловити нічого. Тут торгувати заборонено. Ну, кажется, это самый нормальный. Тихо треба. Ну, послух. На цьому все. А нам треба продовжувати. Ти псуєш нам апетит. То на острові... Витріщатися Погласить пришел. Что мы пьем и едим? Мы же чудовища, хуже мутантов. гірше мутантів. Твои братья убивали мою за то, что мы не помним. Уйди. Интересно. Кто я? Кто я? Кто? Хтони, Хтоня, Хтоня. Ихтиандр. КПК. Они что, перестали быть фанатиками? Ну, типа да, после того, как Монолит... А что было с Монолитом, я не понял. То ли его разрушили, то ли его забрали. Короче, что-то же Стрелок сделал. А после как какая-то же херня творилась в Зои Припяти, я уж не помню. Так, сейчас я подойду. Вхід зачинено. Розпорядження Дубнова. Я шукаю бродягу. Ну а склад зачинен. Браття, іде викид. Шукайте укриття.
Оружие достать не можешь, да? М? Оружие достать не можешь, да? Сумка, да. Баба. Хорошо. Пустышка. Пустышка. Я нашел. Бубли. Бубли. Как бубли. Ящик, да. То его не открыть. Его не открыть. Потому что оружие достать-то нельзя. Вхід зачинено. Розпорядження Дубного. Не пускает меня. Говорит, вход закрыт. Hereder behalste mig 8 herre. Переписка большой земле. Сейчас почитаем. Папа, я нашел. Угу. Это КПК называется. Угу. Отнеси. Представляешь, большой присылает плоть в банках. Откуда знаешь? Я нашел на складе надпись свинина. На картинке вылитая плоть. Только чуть розовее уши есть. Я думал, на большой земле совсем все по-другому. А у них просто плоть с ушами. Забавно. Потрібна допомога. Розберуся. Ти краще скажи, що з протигазами робити. Того брухту, що Хорс відремонтував минулого місяця, вже не вистачає. А тихий? У дупу того тихого. Генератор йому заряди, снарягу знайдену притягни, а він цим буде торгувати з ким захоче. Я не для того його всьому вчив. А мені здається, що саме для того, брат. Хочеш я піду? Ото вже ні. Тихий тебе спробує надурити. Я сам. Надурит. Записка от Семена Дубного. Знаю, что ты думаешь, я обещал больше не говорить об этом, но это записка. Так что ни хрена не нарушил я свое слово. Хаос заходит слишком далеко. Сегодня он заливал, что иммунитет к выбросам и к токсичным испарениям ослабил из-за того, что Монолит ушел. Многие его слушали. Бродяга, некоторые начинают верить в это. Я видел по глазам. Даже если это не полная херня, нужно с этим что-то делать. Фанатики начинают верить фанатику. Максон. Ти підійшов, ти й кажи. Че нового? В зоні є істоти гірші за мутантів. В зоне есть существа, похожие на мутант. Создание зоны хотя бы не понимает, что творят. А у вас, бандиты, живоны. Какое оправдание? Яке виправдання?
А тебе ж Никаких оправданий. тільки ти міг. Только ты мог. Что теперь сказать нечего, Фауст? Не двигайся. Не рухайся. Ти знав, що бродяга піде сам. Мені ти мізки не промиєш. Все хотели кухню. Якого хріна? Прикольно, да. Наш... Угу. Вожак? Хватит. Что? Это нога. Блин, ну как же эта игра жестко глючит. Так, что тут? Давайте попробуем оставить шейдер warm-up, не удалять его. No, du Посмотри. Аниме тян смотрим. Мама коляник дырок не хами. Быть мать. Это тетя Бублик. Тетя Бублик-то. Это ключ. Ну, от двери подъезд. У тебя яку гумарейки? Тахти. Ой-ой. А я концуй, брат. Тиски. Угу. Там этот мясо разогреваться закончилось-то. Микроволновка.
хорошо. Ай, блин, не то сохранение загрузил. Ученых с годами, с годами в зоне не стало меньше и в Ничазе, и в НТС Малахит. И даже редкие одиночки с большой земли пытаются разложить наши чудеса куда-то там. Ну, я не понял этого прикола. Вообще хрень какая-то. Ну, он к Фаусту какому-то обращался. А Фауст этого я помню. Такой белоглазый чел. Ну, может, сейчас будет окей. Не. Только ты мог что теперь сказать, ничего, Фауст, не двигайся. Ты знал, что бродяга пойдет один. Он не один, не отправил Фому. Мне ты мозги не промоешь. Гнев говорит за тебя, брат. Ищешь врагов среди своих, пока в твоем доме чужак. Какого хрена, сталкер? Вопрос безопасности острова доверяет тебе. Я не буду мешать. Мы не закончили, брат. Тебе пропустили, но это не значит, что я тебя одобряю. Что тебе от нас нужно? Поговорити з бродягою. Забудь, он разбирается с проблемой на складе, как всегда, я в одиночку. Даже не мне запретил помогать. Аномалия слишком опасна. Аномалії це надто небезпечно. Хотя ты же сталкер, лазишь с детектором в эту херню, чтобы потом менять артефакт на водку, так? Имел дело с теми, что появляются без выброса? К сожалению, приходилось. Тебя пустят. Надеюсь, ты не соврал, и я не сожалею, что доверился вольному. Кто этот Фауст? Хто цей чоловік, з яким ти сперечався? Никто. Ты вроде хотел с бродягой, а не со мной поговорить, так иди. Зато я красиво упал. Поганий знак. Плохой знак. Плохой. Рихтера помнишь? Ріхтера пам'ятаєш? Сейчас начнется. Тоже ведь сталкер, жуткий тип. Мне до сих пор можешь сказать его завывание. Песня это называется. Слушай, не нагнетай. И так уже хуже некуда. Заходь ще, поспілкуємось. Дом нас предупредил, проходи. Как они? Могло быть и хуже. Не мешай, вольно. Пытаюсь помочь пройти. Братом...
А, я понял, из-за чего проблема с интернетом. Блин, я VPN забыл вырубить. Блин. А. Дикий остров называется. Знаешь, что это? Сканер. Сканер. Лучше его отключить. Згоден. Согласен. Вперед. Привет, Пэт. Замолчал, отлично. Теперь можно поговорить. Тепер можна поговорити. Поговорити? Ця річ... Это вещь. Если активировать его чем угодно, кроме артефакта, случится то, что случилось. Теперь он безопасен? Да, только если тот, кто это сделал, не вернется, чтобы вас добить, как было со мной. Що ще я маю? Что еще мне нужно знать? Показать необычный КПК. У нападавшего был такой КПК. У нападників був такий КПК. Похоже, кто-то замешан из твоих людей. З твоих людей. Це дійсно технологія. Это действительно технология монолита. И я помогу тебе разобраться, но я хочу, чтобы ты понимал. Хочу, щоб ти дещо полудень. Полдень — это не то, чем был монолит. Мы отбросили прошлое, не пользуемся старыми инструментами, не нападаем ни на братьев, ни на сталкеров. Нападаємо ні на братів, ні на сталкерів. А чего добивается? Чем был монолит? Не скажу, що до кінця розумію. Так чем, по-твоему, был монолит? Живым щитом, отвратительным преступлением. Тем, кто оказался слишком близко к секретам центра зоны, плавили мозги, лишили воли и личности. Так вербовали монолит. Так вербували до моноліту. Контроль зник. Контроль пропал, а воспоминания не вернулись. Я долго пытался узнать больше, пока не решил, что пора двигаться вперед. А чего добивается Полдень? Припустимо. А чого взагалі хоче Полудень? Будущего. У одинокого бывшего раба монолита мало шансов выжить. Как и вписаться в сталкерский уклад? Я пробовал, пока не понял, что не могу заниматься тем, чем все остальные в зоне. Поэтому я привел братьев сюда и создал Полдень. У нас свой путь, вольный. У нас свій шлях вільний. Понял. Что дальше? Зрозуміли. Що далі? Хто чи що б не керувало нами раніше, воно дуже не любило втрачати. То или что бы не попадало нами раньше, она очень не любила терять свои инструменты из виду. Существовала система, которая хранила данные о всех монолитовских КПК. Надеюсь, мы сможем воспользоваться тем, что от нее осталось. Тим, що від неї залишилося. Тобі потрібно поговорити з Тебе професором. нужно поговорить с профессором Лодочкой. Он скажет, что делать. Возвращайся, когда все будет готово. А сейчас мне нужно помочь своим людям. Зараз мені потрібно допомогти своїм людям. Я скажу братам, Да, я скажу братьям, что на острове ты теперь не чужой. Братан! Бродяго, дай огляну. Тебе могло зачепити, поки ти всіх витягував. спочатку переконайся, що вони.
не зараз же. Чё там? У меня друг занимается видосами по видюхам, он выложил в ТикТок видос, где на 40-70 супер у него около 100 кадров, и его так засрали именно на русском языке. Просто 70% пишут, что у них на 40-90-60 FPS, и то, что он обманывает. У кого-то 7800 X3D и 50 FPS лагает, падает FPS до 5. Верим? И при этом я нашел двух точных комментариев от разных аккаунтов вообще, и только один говорящий комментатор написал, что оптимизация не лучшая, но игра хорошая, осталось просто комментировали. Остальные просто комментировали игру. Ну да. Ну я хуй знает. На кой хуй? Просто чтоб игра, ну, типа якобы была дезинформация в сторону игры. Вкинутая хер пойми кем. Может быть, такими же недоброжелателями, как XCBT, которые сильно обиделись на эту игру и на комьюнити, которое вообще играет в эту игру, из-за того, что блин, охуенно. Из-за того, что видите ли, эта игра получила очень много хороших отзывов, при том, что она типа вся такая багованная и так далее. А в свое время тот же Киберпанк или Atomic Heart типа максимально хуесосили. Но по большей части они типа мстят за Atomic Heart. Ну прям реально мстят. Как и Мстители, знаете. Мстюны. Заходь ще, поспілкуємось. Я зайнятий, вільний. Іди до Дубного. Че, все окей? Все оки-доки. Живой. Найс. Так, все. Сейчас меня заменит Ролхан. Вперед.
цьому. Якщо зі мною таке станеться, хоч поховайте по-людськи. Ти знову про погане. Буде добре, буду про добре. Ага. А через кого стільки шуму. Вітаю, сталкере. Давно ваших тут не бачив. Може, побачимося. А, це ти? Слухаю. Мені потрібно дізнатися, звідки надходили накази на монолітівський КПК. Бродяга сказав, що спосіб є, і направив до вас. Місцевої фауни недостатньо. Вирішив ще й за привидами поганятися. Ними ж давно ніхто не користується. Чи... халепа. Мало бродязі проблем. Простежити можна. Але спочатку потрібен індуктор. Рідкісна штука. Хоча один міг завалятися десь на СПВ. Продай все снаряжение торговцу. Некоторые пишут, что RTX 3070, кстати, лагает, но у меня вопрос к нему, что ожидать. На 3080 RTX нормально.
Так, лодочка. Можна слить любой КПК. Можливо, відстежити будь-який КПК? Только монолитовские. У них была собственная система связи, основная на альтернативных, то есть аномальных волноводах. Разработка времен проекта X я знаком поверхностно, и то потому, что бродяга в ту сторону копал. Ну как использовать, понимаем. Мы с Хорстом даже предлагали бродяге адаптировать станцию под наши нужды. Но он ни с чем монолитовским связаться не хотел. А что за СПО? Что за... Станция переработки отходов. Там полдень хранит токсичные отходы, пока я не придумаю, как наладить их массовую утилизацию. Будут брать то, что здесь никому не нужно, и существовать совершенно автономно. А то и торговать электричеством. Чем не утопия? Бродяга, знаешь ли, смотрит в будущее. Дожить бы, чтобы посмотреть, что он там видит. Я стану этот индуктор. А потом неси Хорсу, разберемся. Разберетесь без меня, даже лучше, чем я. Не знаю, чем Хорс был в прошлой жизни, но в технике у него исключительный талант. Пора ему позаботиться о делах полдня, самостоятельно. Ладно, Вольный, что делать, ты знаешь. Что вы знаете о сканерах? Вибух на складі стався через сканер. В Малахите ни о чем о таком не слышали, а сюда новости научного мира доходят редко. Интересно посмотреть, что за научное чудо разнесло нам склад к хренам собачьим. Жаль, после такого только диагностика, никаких полевых испытаний. Нужна помощь? Про що ви так із Хорсом сперечалися? Треба допомогти? Удивительно, но как раз есть дело по твоему профилю. Один из полденцев, Квашка, зачем-то залез на крышу и включил там антенну. Жахнуло пси, его зомбировало. Так его там и оставили. Нужно сходить вырубить антенну, еще избавь парня от страданий. Невыносимо каждый день смотреть. Почему полдень бездействует? Один зомбі та рубильник? І полу... Нельзя им туда. Там пси. Излучение слабое, но их с прошлым и этого хватит. Пашка тому доказательство. Бродяга запретил туда заходить и закрыл территорию. Как будто это решает проблему. Я бы и сам справился, но зомбированно стрелять уже и приходилось. Но как полденцы на меня после этого смотреть будут. Ну, понятно. Зомби никому не мешает? Здається, зомбі... У полденца к этому странное отношение. Может, потому что все они здесь, в зоне, уже один раз переродились. Но от Квашки там на крыше ничего не осталось. Может, хоть тебя моей ученые степени убедят. Подивлюся, що там можна зробити. Когда я засек всплеск излучения, бродяга в основной вход на крышу перекрыл. Но была старая лестница по внешней стене. Мобильник там один, не перепутаешь, и Квашке помоги. Неправильно ради дурной надежды. Вот так оставляй. Дос. Охереть, что он на этом досе вообще делает? Какие открытия, блин. Косынку открывает или типа того. Так, он где-то там, да? Так, где-то должна быть лестница по внешней стороне. Она, кажется. Вон, блин, она сломана.
Паркур. О. Привіт, сталкери, це Хорс. Это Хорс. Вижу, что на крышу полез. Профессор отправил? Тебе професор відправив. Не чіпай квашку. Пашку не трогай, пожалуйста. Если хочешь помочь, просто выключи антенну. Просто антенну вимкни. Мы сами были в каком-то смысле зомбированы. Вдруг его можно спасти. Просто нужно больше времени, а способ мы найдем. Главное не терять надежду. А спосіб ми знайдемо. Головне не втрачати надію. Ага. Убивать или не убивать? Вот в чем вопрос. А чё тут отвалился? Какой? Да вроде все работает. Только жалко, что ты игноришь. Некрасиво. Да пускай терпит. Ёма. Блять. А он, помнишь, шмаляет. Ты чё, мне его не убивать? Серьезно? И он другой стример, да? У меня тут сын стоял, стримил. Вместо меня. Блин, ну... Ну ладно, не буду его трогать. Убить может каждый. Блять. Гравитация. Мой главный враг. Дворец культуры, энергетик. Построй сейчас такой дворец культуры под названием энергетик. Ой, молодежь скопится. Привіт, сталкери, це Хорс. Бачу, ти на дах поліз. Це тебе професор відправив. Не чіпай квашку, будь ласка. Якщо хочеш допомогти, просто антенну вимкни. Ми самі Это кот у меня будемо в якомусь сердце сенсі стокарево. Да. раптом і його можна врятувати. Просто потрібно більше часу. Он уже Спосіб ми такой. знайдемо. Головне не втрачати надії. Обалденно я упал. Хорошее место зоны не назову. А если это зона комфорта? Типа. Приходите в зону комфорта. Только здесь и сейчас. Зона отдыха. Да.
Лаунж зоун. Или еще каким-то, не знаю. Мать твою. Це ти? А, ты, слушаю. Дело сделано. Справу зроблено. Антенну вимкнув. Антенну отключил, но квашку я не трогал. Дякую. Спасибо и на том. Не питаю. Не спрашиваю, о чем ты руководствовался. Может, местное безумие заразно. Раз уж я сам до сих пор не дошел. Досі не поїхав. А чё он мне дал? Медведь. Детектор Гемишке. А погоди, а я с ним торговать могу? А, це... Не. Може... Лол. Что делаешь? Привет. Здорово. Эти бочки никогда не кончатся. Иногда мне кажется, что это все, что в зоне осталось, это отходы. И мы. Бувай. Блин. Уже депрессивные ребята. О, только получше, да, действительно. Ты нога только дедался, куда ты куда? Мать. Ё-моё, вот это было близко сейчас. Блин, зомбированным быть, наверное, не очень не прикольно. Я думаю, что у них, типа, знаете, как какой-то ебейший лак в голове.
Степа тактик. А ну слушай. Забей ты на этот тайник монолитовский. Кинули нас. Нет тут нифига. Ты это, не варняка под руку. Блин, он где-то здесь должен быть. Пол. Серьезно, вот ради этого тайника он сюда лез? Ради этого. Не, ну я надеюсь, что нет, иначе это грустно. Да ладно, что-то еще должно быть 100%. Он вот тут упал. Может быть тут где-то? Надо искать. Тайник монолитов. Да нет, ну ни хрена. Умер ни за что человек. Буквально. О, полтергейст. Нормально. Хорошо настрелял по нему. Блин, вроде бы крутой детектор. Наверное, у него радиус хороший, направление дает. Что, в принципе, действительно хорошо. Сварок. Не слышал. За Припяти было. О. Укрытие не надо. Все, это. Усе! Видихаймо! Усе. Десь засів. Усейн Болт.
Иван Хвост. А ладно, лезть туда даже не стоит, скорее всего. А, блять, ёбаный гондонский. Охуеть. Мать твою за ногу. Я умер. А я-то как охуел. Вам, ну хотя бы, наверное, по большей части от меня испугались. Да, сорян. Сорян. Сраный кабанчик. Весело кабанчик. Эй, прием, кто-нибудь, хоть кто-нибудь, прошу. Джампер. Под атакой. Укрылся в пристройке с одним из братьев. Не могу привести себе. Нужна срочная помощь. Мои координаты. А, даже так, нихера себе. Бля, вот это вот падающие листья выглядит красиво, конечно. Ох, мать твою. Ну блин. А как добраться-то, мужика-то? Я пошел спать. Спокойной ночи. А? А? А то тут человек пошел спать. Я ему спокойной ночи пожелал. И я почти. Мои стримы надо показывать во всех домах престарелых. Города России. Точнее, стран.
Ну, города Якутска хотел сказать, но вообще в России потом хотел сказать. Поэтому город России получилось. Ничего. Сталкер, помоги. Там внизу кто-то... Что-то ужасное. Щось жахливе. Не хочу тебе чути. Она появилась, и все на станции как с ума посходили. Кричат, стреляют друг друга. Только мы вдвоем выбрались. И то синий отпанул. Стріляють один в одного. Тільки ми вдвох вибралися. І те синюха зачепило. Хай мовчать. Синяй, пусть молчит. Мовчати, мовчати. Думал, очнется, если подальше оттащить, но ему все еще хуже. Пожалуйста, убей то, что скрывается внизу, прошу. Я тебе за этот код от схрона дам. Так, что произошло? Мы с Синем двое нашли на перекур. Слышим, на станции выстрелы, крики. Синяй первым назад бросился, я за ним. Не успели зайти далеко, как нас заметили. Заметила то, что внизу. Ощущение было, как будто кто-то в мозг взглядывает и давит, шепчет разное. Синя упал. Он впереди был, его сильнее накрыло. Я его схватил его и на выход. Сразу с Дубным связался, главный по безопасности в полдня. А он бросать Синяя на базу, помощь пришлю. Я, конечно, не шагу, страшно. Но без Синяя не пойду, я помощи все нет и нет. Я разберусь. Убью это существо. Ты правда? Спасибо. Оно в подземку забилось, сидит и ожидает. Туда есть безопасный вход, но ключ только у начальника смены севера. Север должен быть наверху. Он никогда на крышу, иногда на крышу выходит свежим воздухом подышать. Я сначала туда. И еще одно, в здании много наших. Если бы не то, что внизу, они бы тебя пальцем не тронули, вручаясь. Но сейчас они не в себе, будь осторожен. Бля, значит вообще никого нельзя убивать, кроме монстра. Вообще прикол. Забрать ключ у севера на крыше СПО. Понимаю. Вот и ключ от схрона. Так, понял. Ну, хотя бы один артефакт.
Но без крови не получилось. Да охуеть, а как? А как? Подождите, а есть интересно тут особый урон по частям тела? Или типа того? Ну, например, если я в руку им попаду, он бросит оружие? Нет. Ну я его просто, ладно, и проигнорирую, попробую. Ладно. Максимально стараюсь их не убивать. Блин, лестница, она вон там. Блин. А где ключи? А, блин. О, как. Блин, это я место как будто бы помню. Он точно был уже. Блин. Так, ну чё, чудище ёбаное. Пришел ведьмак, ёпта. Прикольно. Вот с этого кипариса-то у меня плевал-то.
Да, бля. Так, стоп. А где существо-то? А, ёбана! Охуеть. И что делать? Привет, Кво. Да, это Half-Life 2. Не, даже 3, я бы сказал. Эпизод 3. Это сталкер. Это сталкер. Блин, а чё он так кучно шмаляет? Да дайте пройти, ёб вашу мать. Да блин, я вас убивать не хочу, мудаки тупые. Бля, ну почти же, но... Привет, Харачевска. Уже новогодний декор. Я все жду, когда выпадет снег. Якутская душа негодует, что уже почти декабрь, а снега еще нет. Ну, я на этих выходных ставим елку. На этих выходных уже елку поставим. Все, сейчас все зеленое. Да. Блин, пацаны, но я ж не хочу, я не хочу убивать вас. Они прям меня вынуждают. Может, тут все-таки есть артефакт? Может, все-таки есть? Кажись, нет. Прикинь, стоят, ждут меня сейчас. А почему убивать не хочешь? Блять. Потому что задания от монолитовцев, они как бы, у них особое отношение к зомбированным. Они верят, что их можно еще спасти, потому что они сами однажды так спаслись. Когда монолит снесли же, они стали ну как бы нормальными. Они просто не помнили, что творили. Блять. Вот. Тут какое-то существо пси-излучение ебашит на них. Блять.
Да, блядь, мудак вонючий! Сука, я их спасти пытаюсь, они меня убивают. У меня все... Почему не на тебя, а на них? А, монолитовцы куда более подвержены пси-излучению. То есть им всего ничего не надо, и чтобы они зомбированными стали. То есть с таким же успехом можно сказать, что монолитовца очень легко, ну, внедрить в гипноз или типа того, знаешь. Внушаемое сильно. Классно застрял. На меня это наверняка действует, мне кажется. Или, возможно, радиус не позволяет, но по этим монолитовцам прям хорошо прошло. Да, блядь, подберет нахуй? Нет, конечно, блядь. Будь дрочить стоять, сука. Бля, вот он, бля, дота это, сука. Контролер ебучий. Пиздец, потная хуйня еще будет. Где ты, сука? Ну, бля, лечись! Блядь, ты ебанутый! Бля, как он меня пси-излучением хорошенько обработал, пизда. Опять началось, опять 25. Бля, ну... Неприятно. Короче, что-то дробовик не работает как нужно. Хотя, может, с Жаканом, если бы вставлены были бы. Ну и потом, блядь, такая суета, просто я хер его знаю. О, боже, блядь! Так, перешел на Жакана. Вы, кстати, заметили, что у меня теперь эти патроны от дробовика красного цвета? По умолчанию синего цвета. Что странно, как по мне. Они должны быть красными. А синий аж это холостой или типа того, я не знаю. Блин, ну вот они маму зовут и все такое.
Ну, блин, опять на украинском разговаривать, не понимаю. Бля, сука, заебал. Цвета нет смысла. Ну, хз. Как по мне есть. Ну, чтоб отличать. Типа, мол, вот, типа, чел. Ты сейчас стреляешь таким-то, таким-то типов патронов. Но обычно для меня, типа, как? Красный это картечь. Типа, да? Зеленый это жакан. Ну, типа, пулевые. Что еще было-то? О, как нормально сохранилось-то. Блять, он специально это делает или как вообще? Уходит, блять, прикинь, нахуй уходит. Блин, ну... Я прям в упор стоял, ебашил ему в голову, видели ж? А, ебать, охуенчик. Спасибо, братан. Иди на обед. Да, у меня обед давно прошел. Ну, бля. Бля, самое время попить энергетик. Ёбаный ты 100, сука. Бля, охуенно, охуенно, охуенно. Пиздец, там еще их много.
Better. Да ебать, боже нахуй. Да какая сгущенка, ты долбоёб, блядь! Он сгущенку вскрывал, видели? Он сгущенку вскрывал. Ой, бля. И анимация не отменяется. Просто никак, нахуй. Сука, я обязан открыть сгущенку. В него шмаляют, он, блядь, весь в крови и скрывает сгущенку. Бля, заебись. В натуре классно. Но я хуй знаю. Как же это, сука, бля, сложно не убивать их нахуй, я пиздец. Я бы рад всех их переебашить, но прям вообще не хочу, нахуй. Ну, типа, неправильно как будто бы будет. Блять! Так. Ну охуенно, блядь, конечно. Это чё за хуйня бегает, блядь? Чё за бодрые солдаты, бля? Hoca Ubaygar bir. Да ебать нахуй, где он? Падла, вот стоит, блядь. Бля, их овер дохуя. Блять! Боже! Какая тупая хуйня, боже мой. Я жму нахуй Q, а он такой... Ладно.
Пиздец. Убить-то убил. И это вообще, ну, нормально можно сделать, нормально, реально. Залетаю и разношу ему табло. Причем я с жаканами стрелял. Это полевые здоровые пули. Дрободашные. Полевые здоровые пули. Бля, это вообще пиздец. Блин, как бы это было бы легко, если бы мне нужно было монолитов, ну, разъебать. Можно было бы. Ну, точнее, можно, конечно, но неправильно это как будто будет. Я раз уж начал не убивать ни одного монолитовца зомбированного, то так и, бля, продолжим, нахуй. Сука, это его дрочище ёбаное вот это вот. Ебой! Индуктор. А чё остальные? Проснутся? Я пока зомбирован. Піду зустріну. Ноль пять, 0,5. Ого! Ракета для РПГшки, нифига себе. Записка из монолитовского тайника. Я ухожу и забираю свою долю. Знаю, ты будешь не в восторге от торговли в прошлом, но для меня, бродяга, это начало будущего. Обещаю, как только удастся подняться, вернусь с 10-кратными купонами. Не злись, тихий. Наебав. А это автоматы хорошего качества? А, полное говно. И они все такие, да? Ну да. Окей. Уже 2 подданцев, нужно проверить состояние. Угу. Да, подмога подошла. Стоять! Кто такой? Что здесь забыл? Выполнял заказ. Полуденець найняв мене вбити небезпечного мутанта. Це правда!
Это правда. И он все сделал. Тварь мертва. Что правда, в одиночку контролера порешил? Ну спасибо. Сэкономил мне время. Значит, расклад такой. С Дубным ссориться не хочу. Он всегда по тройному тарифу платит, и заказ у него был четкий. Зачистить свидетелей и всех, кто под влияние контролера попал. Так что Полдин можешь вматывать на базу. А вот сталкер и контуженным не повезло. Еще посмотрим, кому здесь повезло. Не, хлеб не отходов, урод. Да подохни, ёбаный рот, нихуя себе, этот экзоскелет его так спасает. Ебать, чё за танк нахуй? Убить Хога и его людей. КПК Хога. Дубный Хог. Дубный, на СПО появился контролер, заказ срочный. Возьметесь, тариф как обычно, предоплата 50, уже скинул. Возьмемся, только с раска до вас полдня ходу. Ускорьтесь, а? Понюда. Кушать. Покушать-то. Кушать-то. Подушка, да. А то вторую подушку возьмите. Подушек же много. В смысле, тут подушек же много. Чего вы не поделили-то одну подушку? Вторую подушку возьмите. Там, где мама спит, или еще где. Посмотки. Заказ даю на контролера, его зомбирован и свидетелей из посторонних. Если кого-то из наших не затронул, помоги им, остальных зачистить. Добро, ваши полденские секреты останутся при вас. Выдвигаемся. Да. Ну хуй знает, за приказ какой-то такой непонятный. Убрать свидетелей. Каких свидетелей? Ну в смысле, чё вообще? Я вот ничего не видел. Да. Вот значит, какая удобная помощь. Это он сталкер по шеям людям нас читает. Да позовем 5 таких, как ты, спасибо еще раз. В полдень мы не вернемся. Я представлю себе, что Дуб наказывает. Начнет, как хорошо и правильно все решил. Противно. Синяй был прав, лучше нам уйти. Показать записку монолитовского. Ваш схрон обокрали. Вы давно сами в него взглядывали. Извини, сталкер. Нам туда входить запрещено. Вот скинул тебе купоны на КПК. Раз со схроном так вышло, вообще тихий молодец. Полднем завязал, стал торговцем. Надо к нему уходить. Молодець. З Полуднем зав'язав. Торговцем став. Треба до нього переходити. Синяй давно хотел. Это я отговаривал. Думал, как же так? Братью подведем. Дубного, бродягу, в конце концов. Только братьев мне мы с Синям подвели, а Дубный и бродяга идут нахер. Так, расскажи о полдне. Нормально мне так скинул 6000. Какая тебе разница? Спрашивай вольно. А, как ты связан с монолитом? Судячи з усього, ви якось пов'язані. Так ты не знаешь. Полдень не есть монолит. Был им в прошлом.
Мы находились под контролем исполнителя желаний, защищали его ото всех, сталкеров, бандитов, ученых, молились ему, представляешь? Никто из нас не помнит того времени, зато остальные в зоне помнят. Говорят, мы были безжалостными убийцами, фанатиками. А потом монолит умолк. Фауст единственный не забыл его голос. Он говорит, тогда мы были счастливы. Да, мы и сейчас могли бы быть счастливы без чужих страданий. Всего это и надо. Жить как люди. А чем занимаетесь? Чем занимается? Я раньше думал, мы хорошее дело делаем. Перерабатываем отходы, очищаем зону. Только кому это от этого хорошо? Нам только плохо, да и отходы не кончаются. Лучше бы мы артефакты собирали, как все. А чё про Дубного скажешь? Расскажи мне, Биль. Вообще у нас бродяга главный, это он собирал нас по всей зоне, чтобы провести на Дикий. Он создал полдень. А Дубный правая рука бродяги. Он полдень защищает от остальной зоны, сталкеров, большой земли и самих себя. Только получается херово. Но я никого этих, наверное, с лучшими намерениями позвал. Что вышло, ты сам видел. Вопросов больше нет. Появится, обращайся. Может, еще увидимся. Может. Извини, сталкер, не могу говорить. Голова раскалывается. Окей. Голова розколюється. Кто в поле? О боже. Кто в поле?
Так, там у меня макароны готовятся. Что, вы все это время эти стоны слышали? Прикольно. Укромные заначки. А, постой, они чё, типа... Да не, они всех убили? Или они спят? Спят. Или ушли? Ну, слушай, да, как-то изменилось все. Но в том плане, что они как бы... Такие типа упавшие. Ну-ка, давай спущусь, посмотрю. Насколько проработан этот квест. Пропали. Егор и Юль. Ну... Хотя вот некоторые тела валяются. Мода. Ясно. Не проработано, как будто бы. Мать твою. Вот это жестко. О, все блокады.
Придон. Ебать. Прикольно. Блин, сгущенное молоко хочется теперь. Так, сейчас подойду. Welcome.
Так, все. Еду приготовил. Вот так вот. Я это вот все время отходил готовить еду. Ого, нифига, бидончик такой. Лол, цифра. Мыло. Что это, бойцовский клуб? 0,5. Ты гонишь. Ты, сука, гонишь. И чё, как открыть это? Как будто вот только... Вот, смотрите. Вот знак нарисован. А тут этот знак есть? Нет, но... Внутри тоже особо нет. Два. Шесть. Так, подождите. Мне нужно посмотреть, что в комнате, поэтому как-то есть такая херня. Есть одна пленка. Это вообще имеет значение, интересно? Противогаз какой-то. Восемь. Два. Двадцать 24. Откуда взял 24? 24, 11. Погоди. Откуда ты взял 4? А, ты вот так вот, типа, 24? Или что это?
Все с кассетами. Два. Один. Один. 7. Два, 4, 1, 7. 2. Откуда ты 4 берешь? 2, 1, 1, 7 получается? Думаешь, все, что с кассетами? 2, 1, 1, 7. 2, 7, 11. Прикольно. Хуй я тут догадался, конечно. О, пси-защита есть. Стандартизировано для экипировки бойца Барта противогаз неплохо защищает химическое лицо угроз. Финальный вызор. Ну все. Это имба. Так. Будем что-то выкидывать. Ага. Блин, как же он любит сгущенку. Этот Санбабич любит сгущенку.
То, когда последний раз сгущенку кушал, пил, употреблял, колол, нюхал. Курил. Вводил клизмой. Читал. Смотрел. Играл со сгущенкой. Ничего из этого? 10 часов назад. А. Вот интересно, как контролер там оказался в этом у них подвале? По дырке туда просто тупо заполз. Ты чё вообще? Контриллер. Что? А? Что? О, Джарлхан, ты подходишь, что-то говоришь, потом говоришь нет. Скажи, что там? Тохни. Чисто, да. А, собрали, да. Хорошо. Он умер, что ли? А. Ну. Коротконожка. Там она ходила по магазинам. Ну? Птичка, да. Близко, да. Не, далеко. Ну так она уже давно же. Скоро придет же, сказала. Скоро придет же, сказала. Прикольно. И сразу все ярко и прекрасно. Блин, вот эта вот игра, это прям чисто очень хорошая реклама пива и водки, вот серьезно. Самая лучшая реклама алкоголя.
Я где-то даже в Nexus видел мод, который убирает этот эффект, ну, который делает мир красочным. Видимо, для тех, кто, ну, это, как бы, ну, завязал с выпивкой и так далее, чтобы оно не этого не соблазняло человека. Блин, офигенный сканер. Смотрите. Бля. Эй, каждый, сука, раз. Хорошо, что у меня есть привычка сохраняться. Блин, оно убивает, когда оно крутится, то есть я думал оно, блин, господи. Я думал, меня не убьет, короче. Но естественно. Да тут-то оно откуда взялось, вообще не понимаю. Оно внутри текстур, как будто бы этот аномалия. Ну, оно, блин, вот внутри текстура. Ну, взял. Класс. Ай. Тяжело. Медузу, бля. Это же худший артефакт, в принципе, по-моему. Самый дешевый, насколько я помню. В Тень Чернобыля, по крайней мере, такой был. В ТЧ он был безумно дешевым. Блять, ну сука. Я же кидаю болты, блять, нахуй, сука, с работой, ёб твою мать. Пошел нахуй. Ох. Почему этот артефакт не появляется?
Хватай и уходи, блядь. О, Господи. Ну да. Херня, к сожалению. Блин, казалось бы, а место такое. Что, все нормально? Нет ничего? А? А? Что? Он да. Она. Вот что? А? Он да. Kim он Дуром не говорит. Не понял. Байда. Это самом деле бери. Вот он дать стандарт. Капот не попадет. Исполнен. Капот исполнен. Это или Алхантан кордос. Алханга это понял. Так скоро, ну да, может быть такое. Но прежде всего CJ, что появился. Вот будет CJ. Когда? Или Шрек вместо кровосиси. Кровосися. Мертв, говорят, он не разрушен. Ложь, говорю я. Трусливая грязная ложь. Нельзя убить Бога, как нельзя убить небо над нашими головами. Можно спрятаться от него, скрыться в душные норы, но ветер не перестанет дуть.
И дождь не перестанет лить. Капец, мы подошли к ней. Безумные фанатики, говорят они. Убийцы. Храбрые воины, говорю я. Достойные его дети. Прекрати пудрить людям мозги, Фауст. Ты делаешь только хуже. А что может быть хуже этого? Во что мы превратились? Ты счастлив, бродяга? Чим ми стали? А ти щасливий, бродяга? Ботинки не жмут. Есть вещи поважнее несчастья. Непосильная работа, лишение, постоянное чувство вины. А когда-то все было иначе. Каждый из нас нес в себе часть большего. Так у него амулет какой-то стрёмный. Часть монолита, может быть. Я слово ты. Знамя монолита. Мы несли смерть против своей воли. А теперь умираем сами. От испарений, от пуль. Того, кто жаждет мести. Від куль того, хто прагне помсти. Скільки братів досі вештаються зоною? Загублені, забуті, примушені зрікатися минулого. Ми маємо знайти їх, повернути. Сколько братьев еще бродит по зоне, потерянные и забыты, скрывающиеся. Каждый знает дикий остров, и каждый должен сделать свой выбор сам. Да, так, Сардус. И что он найдет здесь? Смысл жизни или горстку таких же несчастных, которые сами не знают, чего хотят? Таких же жалюгідних нещасних, які так само не знають, чого прагнуть. Бродяга врятував нас. А теперь он нас убивает. Вбиває нас. Колись Мы были его детьми, а кто мы теперь? А чиї ми тепер? Свободные люди, которые сами выбирают свой путь. А ты, Фауст, ходишь спиной вперед. Монолит мертв. Пришло время повзрослеть. Моноліт мертвий. Час дорослішати. Выброс. Не можна Нельзя убить Бога, как нельзя убить небо над нашими головами. над нашими головами. Фауст, отямся. Одумайся. Сліпий я. Слеп я, а не видишь ты. Прячьте свои норы от прошлого, от его света, от самих себя. Тікайте. В нору Он на выброс хочет выйти, да? від світла. Його від минулого. Від самих себе. И вместе с ним еще люди пойдут, да? Умирать. А я чё? Вдалося знайти. Скиф, ты нашел индуктор? Что это было? Зараз бачу. Окончание очень долгого спора. Надеюсь, мы никогда не узнаем, кто в нем победил. Ты говорил, что полдень не монолит. А что мы потеряли память, подарок судьбы. Я верю, что у полдня свой путь. Свое будущее мы добудем его честным трудом. Фауст же, он помнит монолит. Помнит, что когда-то мы были счастливы. И, к сожалению, некоторые тоже хотят вспомнить. Поэтому они и ушли, и больше не будет частью полдня. Но для тех, кто передумает, Дикий остров всегда открыт. Индуктор у меня. Индуктор в мене. Одна из старых станций связи Азимут здесь недалеко. Однажды, когда мы найдем, замуруем все, что осталось от монолита, мы ее разрушим. А пока... Хорс. Индуктор это хорошо, сталкер, но он направляет свой сигнал, но понадобится тебе позже. Сначала станцию нужно включить. На Азимут недавно объявилась варта. Включит доступа
Ключи до супостанции от у них. Думаю, что с этим делать ты разберешься. А не может Фауст быть замешан? Здається, Фауст замішаний у всій цій Ты не історії. собираешься ничего не делать? Ти думаєш, Потому что я не хотел его остановить, Скиф. Что мне делать? Заткнуть ему рот и запереть в колье? Нас часто обвиняют в чем-то только за связь с Монолитом, но Фауст был одним из первых, кого я привел. Мы построили полдень вместе, он заботится о братьях и искренне желает им счастья. Фауст выбрал другой путь, чтобы им помочь. И даже если я не согласен, полднем мы не лишаем людей свободы. Иначе в чем смысл? Ну, тоді Значит, вирушаю на отправляюсь на Азимут. Стривай, Скіфе. Постой, Скиф. Теперь это не только твое дело. Да, Фауст мой брат, я все еще верю ему. Но если окажется, что он хочет кому-то навредить, Це буде моїм доказом, вільний. то будет много доказательством больно. Забирай. Полудень не ворог. Забирай. Гарна зброя. У-у-у. Та навіщо віддавати його сталкеру, але зберігати гільзу від нього на шиї? Зброя це подарунок. Оружие — это подарок в счет будущего, а гильза, она в счет прошлого. А гільза Мы поняли друг друга? полудень не Полдень не то, чем был Монолит. Теперь мы сами отвечаем за свой выбор. відповідаємо за себе. 1600 только дали, но зато оружие. Раз, два. Раз, два. Усе працює Рысь. так. Перевірка зв'язку. Так, сейчас подойду. Ти хто? О, то мене Тихий.
Чутно, так? Це добре. Заробити хочеш? Ну, якщо вже зовсім чесно, то і я, звичайно. Всі хочуть. Заходь тоді до тихого. Тобто до мене. Щось важливе? Нарешті займуся справою. Здається, вчора був мій день народження. Пиздец, тут торговцев нету, что ли? Дуже шкода. Я буду сумувати за Фауст. Ну добре. Буду вірити, що вони повернуться. А до того, з чим тобі допомогти? Зараз. Хотя... Не, пока рано. Рысь. Ничего себе. Ще одну з...
сумку поменялась. Вільний. І я... Ну що? От. Ну, слава богу. Ну, пойдет. Уникай хвороб. О, хотя бы. О, другое дело. Вообще другое дело. Вот это СВД стоит продать. А? А? Антон, это для базуки, для РПГ. Потом понадобится. Поэтому положил его в ящик пока что. Да, это самое сильное оружие, скорее всего, в игре. А, я ему продать не могу. Уникай. Дальше говорить, да. Ну то колбаса. Ну конечно. Ну, другое дело вообще. 30 патронов в магазине. Угу. Вот теперь можно сделать дополнительный карман. Зараз. Да, вот тут.
Питьевая система верблюд. Но не то. А, охуеть, блядь. 45 тысяч надо. Пиздец. Уменьшение веса в 2 раза. 2 килограмма. Ну, блин, учитывая то, что у меня теперь шлем с пси-защитой, как будто бы это вообще имеет жесткий смысл. Охереть, какой большой смысл. Ну. Хотя, если я потом смогу найти чертежи для блокатора. Блин, вот это смотрится прикольно. Гидратор. Воду заливаешь. Или энергетик. Прикольная тема. Ладно, пока не будем. Буду копить. Блять, в смысле у меня перевес все еще? От чего и почему? Скорее всего из-за этого. А может из-за этого. Еще этих гранат полно. Патроны. Там скидываю. Ну, как будто все. Рубль 105. Блин. Просто решил чекнуть. Не круто. Не круто. Антон вроде как все уже сделал, сейчас уже уходим отсюда. Да я же еще еду готовил, поэтому долго тут находились. Морс. Скоро рассвет, скоро весна. Говорится.
Ершевич, що за шум? Ти закінчив діагностику? Твою мать, у вас там стрільба? Ершевич, Нікітін, відповідайте! Бляха, запитую посилення, тримайтеся! Крепкость сантиторится. А где-то где? Такая суета происходит. Где Гершевича убивают? Ну, впрочем, не важно. Бля, ну заебись нахуй, да. Об косяк, блядь, тут застрять. Классно, черт побери, прикольно. Ни хера не видно. Так, дробовик достанем. Ничего нет, но как будто бы. Точнее, никого нет, как будто бы. Но мне показалось, что там свет гулял. Ну, может, мирный какой-то ходил. Так. Рубежник. Вартовец. А ладно, брать не буду. Все, брезгую. Не потому что он вартовец, а потому что говном всяким запомнять не хочется. Вот это можно. Кто их так интересно поубивал? Томпсон. Дырка. Так, была стрельба, я слышал. И как понять откуда и где? Звучало так, как будто в помещении или в подвале. Ну, типа.
Странное место для пузыря. Мистика, ёпта. Монолитовцы? Это, скорее всего, люди Фауста, да, их мочат. Вартовцев. Скорее всего, каким-то образом вышли на связь с монолитом, с исполнителем желания. И снова стали машинами для убийств, так сказать. Или Фауст что-то сделал. Угу. Ага. Да. Поставили ловушку. Угу. Так. Да в смысле? Порядочный человек. Представьте еще раз. С пробуждением. Получается, я беспорядочный человек. Какого хера? Что это было? Откуда? А, вот два дробовика. Ну, вроде меня не задели. Так, подождите. Это я вот тут, конечно, так интересно хожу, брожу, и только ради этого схрона. Так. Что-то требуется. Так это же та дверь, не? Типа катсцена прогружается. Это полиция. Забрать ключ кварта. Понял.
принял. А было вообще супер непонятно. ППШ. Аномальный еще какой-нибудь ППШ. Вниз-то. Он тут стреляет, звуки стрельбы. Угу. Это да, вот так и будет. Я уже видел этот МП5 со скином Hello Kitty. Он тупо весь розовый. И на нем везде и всюду Hello Kitty. Так что... Мощно я ворвался. От 1 до 10 как я ворвался? Хорошо? Десятка? Нормально. Так. Сто из 10. Спасибо, спасибо. Кирилл Ферум. А? Автомат-то. Он сломанный, по-любому. А сломанные автоматы, они клинят, они ненадежны. В нужный момент возьмут и перестанут стрелять, потому что, скорее всего, гильза застрянет в патронике. Это, ну... Доцент Киршевич. Так, проиграть. Запись отчета о состоянии маршрутизатора на станции Азимут запрошенный доктором Даниным. Итак, система прошла проверку, конфигурация соответствует заявленной. Дополнительных мер подготовки не требуется. Чё там? Чё там? Блин. Фауст лютует, да? Понимаю. Капец, экзоскелет и все такое. Я теперь веб-программист. Нихера себе. Поздравляю. Написал Hello World. Это уже начало. Это уже начало. Нет, прекрасно.
Дать доступ бродяги к системе азимута. Пизду. Понял. Надо было раньше тебя убить, говорит. Фома. Так, ну чё, Фома? Фома долбаный. Ща я с тобой. Обалденно, как тут вообще. А как? Тут что за херня, блин? Да что за прикол вообще, не понимаю. Обалдеть. На себя будут. Все завтра на собес. Да. Я не понял, я его убил? Не, он жив, по-моему. А, или нет? Фома. Так, это как-то наверх подняться надо. Скорее всего, через это здание. Как-то. А, нифига себе. В кои-то веке неубивающая аномалия, прикиньте. А как наверх-то? Лол. Ничего себе. Как тут Вазик оказался?
Ну, типа, решетки, все херня. Они ж не на петлях. А, на петлях. Ладно. Ладно. Как будто продумано, ладно. Да блин. Ладно. Подумал, чел стоит. Что ты думал, член политбюро пешком будет до бункера ходить? Ну я хз, ну блин, как-то было странно, что там ВАЗик. Ну окей, политбюро хорошо, но как политбюро сюда поднимается? Я хочу Фому залутать. Блин, ну какой-то симулятор паркура, если честно. Вот тут где-то есть какая-то высокая точка. Тут явно чего-то не учли эти разрабы. Без паркура, наверное, может пройти. Да охереть, а как, ну? Ладно, давайте. Может быть, тут есть лестница наверх просто. Я его не вижу, я слепой нахер. А, кстати, совсем забыл про это. Блин, капец, я глупыш, конечно. Да так не бывает, не, ну типа... Или бывает, я не знаю. Почему все разом не взорвались? Опять я в гениях, я еще это болею. Ну да. Потенциал, черт побери. Безумный. Не зупинити тих, хто єдиний з монолітом. А, ты устал, да? Ладно, погоди.
Кстати, знакомая херня вот эта вот. Где-то я такое видел. Блин, злой какой. Думаєш, буду благати змилуватися? Неважливо. Ви, сталкери, нічого не розумієте. Але Монолит показал мне. сказав мені. Мені не страшно. Не страшно. Мне не страшно умирать во славу его. Как вообще игра? Жалуются на оптимизацию плохую. Predator X5. Да как по мне пиздеж. Мне вообще спокойно играется. Бывают моменты, в каких-то особенных случаях, при каких-то особенных условиях игра начинает безумно тормозить, но не критично. Не критично. Навіщо ти все це робиш? Но у меня еще и комп 3080, ну, видеокарта и процессор нормальный. Не зрозумієш. Усе могло бути не так. Монолит. Но он умирает. Фома умирает, поэтому лицо кислое. Але інакше загинуть усі. Так, ты устроил взрыв на складе? Це ти активував сканер на Дикому острові. На острове братья травят себя непонятно за что. Я больше не мог смотреть. Иммунитет, который защищал нас раньше, слабеет с тех пор, как замолк монолит. Они умирали у меня на руках. Вони умирали у мене на руках. Ну, бывает. Я йду. Значит, я ухожу. Это не имеет значения. Я не останусь одним до самого конца. Залишуся один до самого кінця. Кинца, озарисением твоим души тех, кто дышит. Ну, конечно, я тебя убью, мне лут нужен. Так. А, кстати, улучшенный какой-то. Ага. Ну, крутой стол, непонятно. Надо смотреть, какие у него улучшения стоят. Монолитовец. Ага. На маленьком. Так, ставим индуктор. Рекомендую прохождение Детлан. А как ты его будешь приобретать там прочее, ну, собственно, не мое дело. Прием, Скиф. Нам удалось узнать, откуда последний раз связывались с МКПК, которое ты принес, и получили последнее сообщение от правителя. Мы сможем его прослушать. На антенне где-то рядом с тобой должна быть панель резервного хранения. Має бути панель резервного збереження. Блин. Черт побери. Так. Сейчас, ладно. Послухаем. А, наверх еще. Я сделал все, как ты сказал. Возвращайся на Икар. Подготовь там все. Время пришло, Фауст. Да, слово монолита. Значит, ты Фауст. Не тільки він. Не только он. Неизвестные на Азимуте перебили Варту до моего перехода. Фома був з ним. Фома был с ними, и он пытался меня убить. Я должен попасть на Икар, и чем скорее, тем лучше. Фауст не просто так именно сейчас вышел с острова. 30-70? Ну, пойдет, я думаю, пойдет. Он мой брат, в конечном итоге его грехи и мои тоже. Ну, русофобов я тут не вижу, поэтому привет я тебе не скажу. Так.
Ну блин, ну там же аномалия, подушка стоит, подушка. Ну почему она не работает? Че за рофло, блин? Видим только элементчик. Оператива, правда, мало. 3 одностременно она даже запустилась, игралась на 10. Ну, в своем глазу и бревна не видно, согласен. Она чё такая долгая? Ты тут сутками сидишь? Не то чтобы сутками. Да я, блин, исследованием карты занимаюсь, люблю. О, кайф. Сработал. Ну, блин, Дима, ну охуенно ты начал разговор, хорошо. И в чем моя русофобия проявляется? Ну давай, поясняй, пожалуйста. Просто по факту того, что я играю в эту игру, и все. Только поэтому. Может, аргументы получше будут. Ты точно хочешь этого? Ну ты же начал, блядь. Значит, ты хочешь. Я хуй знает, блядь. Банить тебя или что нахуй? Я просто хуй пойми. Зашел и завонял, блядь. Обосравшийся зашел, блядь. Как завоняло, ебать. Нет, нахуй. Вот. Нет, что, просто здорово, чё, как оно? Нет, надо было начать, блядь. Вот прям. Вот с этого. Вот, типа, он просто, блядь, зашел и завонял просто. Вонючка, не сри. Да, блин, серьезно, блин. Нахер воняешь? Я не понимаю. Так убиваешь людей, кто на украинском говорит, почему русофоб? Но это уже в другую сторону пошло, типа, воняние. Просто игра на украинском языке, не более того, господи. Чё вы, блядь? Ну, типа... Ну, блядь, даже если и так, да? Давайте, да, даже если и так. Это просто игра, ебать. Ну, типа... Расслабьтесь нахуй. Сейчас бы обижаться из-за того, что, типа, пиксели двигаешь нахуй. Это ж охуеть может. Бля. Ну да. Сильно такая неоднозначная игра. Вот если вот реально, типа, предыдущая трилогия Сталкера, она людей, так сказать, объединяла в один какой-то мир, в один какой-то интерес, мир Сталкера, то этот Сталкер, он наоборот, блядь. Этот делает, ну, буквально наоборот. Он разобщает людей, это точно. Блин, нихера себе. Побежал, нихера себе. Че, зомби умеют бегать? Я не понимаю. А, это дерево, ёпта. Ромчик, close that. Ёма, close that. Выхухоль. На имена пошли. Этот сталкер создан для траски, да. А ведь мог быть создан просто для веселья.
Он так как бы веселый, но типа тут контекст у него такой хуёвенький. Конечно же, учитывая, какими словами бросался товарищ разраб. Блин, самое что вот этот сталкер должен был выйти в 2022 году. А потом, когда случилось то, что случилось 22 февраля, они как бы такие, оба-на нахуй. А мы, блядь, сейчас возьмем и переделаем, блядь. И понеслась, и перенос, и перенос, и перенос. А Microsoft и терпит, и терпит, и терпит. А эти все пиздят, и пиздят, и пиздят. Да. Такое, конечно. Но все же, как бы то ни было, игра вышла довольно-таки неплохой. Честно сказать, неплохой. А с модами вообще красота. То есть, потом еще и русскую локализацию заебенить. С переводом текстур даже можно будет. О, яще охуенно. Я поменял здесь уже радио на чисто русские песни. Всякие разные. Ну, не только русские песни, там совершенно разные. Что еще было? Русскую озвучку попробовал, но она как будто бы игру ломает, что ли, что? Короче, местами нейросеть переводит и озвучивает вполне себе окей, но некоторые места не озвучены, особенно катсцена. Поэтому как-то, ну, странно это все звучит. Поэтому буду ждать, пока нормальная озвучка не выйдет. Либо это, либо, ну, от Games Voice. Короче, надо будет смотреть это. Там новость вышла, что From и Sony покупают. Я что-то погрустнел. Так, что они переделали в итоге? Радио теперь Киркоров гоняет. О, братан. Там не только оно. Ну, я не думаю, что прям Киркоров. Я Киркорова не слышал. Там и шаман должен быть вроде как. Но я пока что на заре слышал кино и какой-то блатняк. И все, по-моему. Но шамана пока не слышал. Если там есть шаман, я ще охуею. Не повіриш, до вас на базу. Треба дещо перевірити. Сейчас не те обстоятельства, чтобы чужих на базу пускать. Капитан Сенкевич в курсе? Да мне всего Зараз что... дізнаємось. Вас кто-то рычит. Ладно, разбирайтесь, пацаны, я пошел. Побежали, побежали, беги, беги! Беги, беги, беги! Беги! Давай! Блин, не смог. Пиздец. Ну, если там шаман будет, то мододел по IP вычислит и работать он без зарплаты будет всю жизнь. Но даже в самом Nexus об этом писали. Говорили, ох, ебать, если там реально это есть, ну, типа, ты, короче, это... Перезалей, пожалуйста. На Яндекс.Дикс и еще куда. За авторские права прилетит хорошо, я думаю. Ну, скорее всего, наверное. Ну да, шаман, наверное, такой человек. Скорее всего, будет такая, ну, вонь. Сталкер, ты на территории Варты. Тебе здесь делать нечего, понял? Развернулся и исчез, ёпта.
Держи, бля. У мене є дозвіл від полковника Коршунова. Ми тепер сталкерів наймаємо, Мы теперь и сталкеров нанимаем. А, ладно. Кто угодно, лишь бы помог. аби допоміг. Проходь. Командир у головній будівлі. У нас там тепер лазарет. Кино сейчас вроде бы как фон, просто ушли песни, можно пользоваться, если я не ошибаюсь. На страже порядка написано, да, походу? Нормально вот тут курить. Че бросаешь? А, болтик? Ничего себе. А ты шаришь, да? Томпсон. Я уж Томпсон убивал, по-моему. О, спорт, спорт. Расслабься, блядь. От солдату коли добре. Раз, коли він їсть смачно. Когда ест вкусно. Одягнений від трусів до А броні где зручно. от трусов до броника удобно. С бока У плюнул. мене з цим повний комплект. М. А от що... Смотри, какой. М. Забігай. Блин, как же иногда глючит вот это вот все. Чуть не спровоцировал на тряску, блять. Ты бы слышал, блять, ты прочитай Гудзон, что он там писал вообще. Пиздец, завоняло, что пиздец. Я вот говорю ему, блять, нахуй ты зашел вонять, блин. Тебя забанить или как, нахуй. А он говорит, тряска, блядь. Это, ну, это не тряска, это просто, блядь, ну, взять и забанить, например. С прямыми вопросами к нему обращаюсь, блядь. Поясни. Или забаню. Апарати мають накопичувальний... Капитаны, виконуй. А он, как всегда. Ну я просто зашел провоцировать на шутки, ёпта, ну пу-пу-пу. Блин, они прям любят Гордона Фримена, да? Іноді пацієнту має стати трохи гірше, щоб можна було зрозуміти, що з ним. Блин, вот эта текстура, конечно, это жесть полная. Как это, интересно, исправить можно? НДІ час обіцяв мені найкращого спеціаліста. І де він? Хто мені скаже, що відбувається з моїми людьми? Я. Але на це потрібен час. Потерпіть, капітане. У вашого лікаря є всі необхідні препарати, а мої прилади моніторять ситуацію. Кто-то болен? Дізнайтеся першим. Якщо я сам... Если я сам, то к тому моменту не рехнусь спать с меня в ожидании. Свободен, доктор. Вільно, докторе. Певно, не варто зайвий раз мозолити очі. Сінкевич. Сталкер?
Те как пропустили, ёпта. Серед ваших людей є Крыса. що? Серед моїх? Вря. Брешеш. Я перехопив повідомлення про підготовку диверсії на Ікарі. Частота стара, ще монолітівська. Как и КПК, с которой предатель выходил на связь. Якщо КПК старий, то зможемо запеленгувати. Бля, буду це Кривенко. Понаставив усюди своїх хреновин і думає, що ми його не викриємо. Давай так. Я пошлю своїх бійців погуляти навколо табору. Про всяк випадок. А ти позбудься антен. Вони повністю глушать будь-який пеленгар. Да-да-да. Самый главный костепош практически. Что это за антенна? Навіщо потрібні ці антени? Официально для наблюдения за уровнем нормального воздействия, а неофициально мне никто ничего не говорит. Если бы мне бумаги отдали, я бы этот Кривенко вышвырнул в ближайшую аномалию. Пусть бы там измерял воздействие на свою задницу. Да нет, давайте поговорим с Кривенко. Или сначала давай. Хто такий Кривенко? Почему ты его Чому подозреваешь? підозрюєш? Ты сейчас видел, крыса нечазовская. Только у меня люди слышат всякое начали. Этот рэпчик, который уже нарисовался, документам прямо отдаленно. Я даже запрос не час отправить не успел. Він за ці 2 тижні ніхіра не зробив. Тільки локатори свої розставив для моніторингу ситуації. Такая была слух. Людям вірю. Русская диверсия ламбратовства. Только ты, блядь, блин. Алкасаралька спала. Не, надо с Кривенко поговорить, херня какая-то. Краще я спочатку з Кривенком поговорю. Ну давай, только потом на кухню загляни. Один там из лапши на твоих ушах пожать на целый взвод организует. Ну тут как будто 2 слоя текстуры, не кажется? Смотри. Нахуя и зачем, не понимаю. Типа настоящее будущее будут показывать или что вообще? Или прошлое? Забавные вещи вели. А что вот это дерьмо исправляет, интересно? Что за хуйня? Чистобак, ладно. Ну, тут хотя бы минимум. Сталкер на Икаре? Сталкер на Икаре, и правда, отчаянные времена настали. Как вы себя чувствуете? Голова не болит? Кружится? Жаль, нет подходящего оборудования, чтобы считать вашу пси-сигнатуру, учитывая, что здесь происходит. Никогда не помешает снять контрольный образец. А что тут происходит?
А що тут власне відбувається? Сила здесь, его неустановленного источника и сила с неустановленными последствиями. Пока не установленными, но я работаю над этим. Яка ще Как бы он так... чтобы даже сталкер... Ага. Навязуем это отпечатком пальцем вашего разума. Да, не очень научно, но смысл передает. Не надо кое-кого найти. У мене є інформація, що серед варти є зрадник. Кого? Скоріше за все, він якось пов'язаний з монолітом. Да. Допоможете його знайти? С монолитом? С монолитом? Это невозможно. Такое я бы точно заметил. Но если вы настаиваете, давайте проверим еще раз. Мне нужны новые данные со считывающих антенн, чтобы найти вашего предателя. Щоб знайти вашого зрадника. Звісно, Если он, конечно, невоображаемый. Тут такое в порядке вещей. Как данные помогут? Як ці дані Поймите меня правильно, объясните. Я, конечно, могу, только зачем оно вам? Если бы вы хотели слушать пространное объяснение, пошли бы в ученые, а не в сталкера. Главное, принесите мне данные, я сделаю то, ради чего меня сюда и прислали. Данные у вас будут. Домовились. Одно удовольствие с вами работать, сталкер. Держите девайс для записи. Не забудьте мне сказать, если почувствуете себя плохо, я всегда готов помочь. Опа, ну слушайте, не зря я этот противогаз одел с пси-защитой. Кажется, это мне пипец как поможет. Блин, какое же ублюдское место. Так, где-то кровать. О. Hello World глазами хакера. Хакер. Капец, у меня этих патронов винтореза разных много. Ебать. Как и что юзать? Давай скину несколько. А то шибко жирно. И нецелесообразно. Ага. Ну вообще вот реально, типа, те, кто как-то негативно относится к данной игре, ну, блядь, будьте проще, мне кажется. Просто абстрагироваться и быть average сталкер-энджойером, просто наслаждаться игрой. Кайф ловить от игры, не более того. Под землей где-то электричество. О, мало, мне кажется. Новость, естественно. Інститутські на чужому горбу виїжджати.
Институтики. Какие-то претензии к игре появились? Ну, лично у меня нет, скорее. Не, ну поначалу вообще, ну, претензии изначально к ванильной версии, она у меня по поводу баланса, экономики и вообще в целом баланс. Он, бля, пиздец кривой, нахуй. Хуй пойми вообще, как играть, блин. За квест ты получаешь 300 купонов, нахуй. А починка стоит 14 тысяч, например. Это же ебануться вообще. Это при том, что у тебя есть именные пушки и так далее. То есть, ну... Игра как бы... Я це місце забив для себе. Дихайте, так легше. Тільки нікому, добре? Я нікому. Але і ти про мою точку мовчи. Да, делай, что хочешь. Бля, сбил в смысле этот мудак, блин, со своей точкой. Не, когда в игре говорят, что ты русский и должен помереть, то как бы хранить игру. А так отношусь к этому, так делал каждый. Ну, как-то резко, мне кажется, относишься к этому. Не в том именно плане, что, блядь, не игра вся построена вокруг идеи, что ты русский и ты должен умереть, понимаешь? А какая-то сука в крысу закинула эту хуету, понимаешь, в игру. Именно этот трек ебаный. Ну, это эпично, псер, да. То есть я как бы ни в коем случае не оправдываю действия и этот самый трек ни в коем случае максимально осуждаю. И максимально порицаю. Но все же думаю, что там случилась типа такая штука, что просто они вкинули 400 треков нахуй, и этот один из треков был вот таким вот. И это сделал какой-то, блядь, какое-то радикальное мудло конченое, нахуй. Это летучие мыши типа улетели? Ага. Вы разогнались в политику, разгонялись в политику. Печально, что данная игра она вызывает такие вот разговоры. Хотя, казалось бы, да, вообще типа ничего общего с этой темой. Ну, сама игра. Но то, как разработчики поступили и так далее, это, конечно, да. Не хватает сюжетных линий с девушками в зоне. Ну, кстати, девушки есть, да. Это прикольная тема. Одна есть у свободовцев, а больше не встречал, кстати. Угу. Долго это, да. Суки. Но если уж не извиняется, то, скорее всего, они сами все этого во всем этом замешаны. А мне похуй. Именно в том плане, что я как бы им денег не давал.
Лично я им денег не давал. А игру ихнюю я просто беру и модами меняю. Так, чтобы мне было по кайфу. Не, у меня Steam версия. У меня другая, ну, у аккаунт взял. Челика одного. Дал погонять. О, если уж пиратка, вау. Типа, блядь, эти же могут завонять. Опять же. Никогда не пиратил. И не собираюсь. Блин, в туалете. Не, я уж лучше туда побегу. Анимешно сталкиваюсь. О, Баслав. Гордон Фримен? А, во время выброса не разговариваем, да? А чё говоришь, что зона потом пустоватая? Есть такое? Но зона пустоватая. Да не сказал бы, в принципе, рядом отовсюду что-то есть. Просто я как бы сказал, что игроки... Ну, эта игра ни хера не казуальная, я вам так скажу. Тут нет такой темы, как fast travel, как такого. Тебе по факту придется, ну, на своих двоих ходить все время. А по пути вдоль и поперек и так далее ты встретишь всякое. Встретишь всякое. Особенно если ты играешь на ванильной версии. Когда у тебя просто за спиной тут и там, везде и всюду, бля, спавнятся монстры ебаные. А это, ну, легко подправить модами. А так, если идешь в какую-то точку интереса, в плане того, что, ну, ты просто видишь на карте, что там какое-то строение. Пошел, чекнул, там какие-то трупы, что-то валяется, что-то это. Ого, так, подходишь, смотришь КПК, изучаешь, понимаешь, что тут произошло, и там еще узнаешь, где схрон находится. И как бы стонг. Получается, ты потом еще и этот схрон идешь лутать. Другой случай. Просто чел выходит на связь, в открытой связи, и говорит: блин, спасите, пиздец. Меня типа окружили, напали, помогите. Подходишь, приходишь туда, а там этот... нету. А там этот... а там зомбированные эти, как его, бандиты были, то ли кто, короче, и они нападают на тебя, наемники, то ли кто. А там трупы всяких валяются, то ли там монолитовцы, бандиты, долговцы, там хуй пойми вообще. То есть там как какой-то мутант, то ли контролер, то ли кто. Короче, жестко дрочил меня. Он там зомби создал и как-то вот сделал так, чтобы он вышел на связь и типа, ну, все время маячил сигнал СОС. Или еще другой случай какой-нибудь там. Чел стоит посреди, блядь, аномалии, нахуй, электро, и говорит: блядь, чел, помоги мне выбраться. Проводи меня до края аномальной зоны, пожалуйста. Или еще что-нибудь. Всякое, всякое. Много, как бы, активности и там прочее. Опять же, ну, не знаю, тут вот реально начинаешь верить во всякое такое, типа, то, что
завозятся боты и всякое такое. Первые боты, которые там пиздят оптимизация игры. И второе, ну, что угодно, короче, там всякие разные вот эти негативные отзывы, которые говорят. Ну как боты? Скорее просто люди, которые хотят обосрать игру. Ну просто будем называть вещи своими именами. Все три отчета получил. Будете смеяться, сталкер, но кажется, вы были правы. Икар действительно может подвергаться посторонним воздействию. Выяснили, кто предатель? Не совсем. Зато нашел очень интересное возмущение Пси-поля. И совсем неподалеку. В лагере. Вот тебе и хваленая варта. От тобі розхвалена варта. Пам'ятаю, як Сенкевич розпинався, що його Так выглядит, когда у тебя две текстуры на объекте, и движок не знает, что рисовать. Ну да, ну я не понимаю, блядь. Разработчики конченые, нахуй, или как вообще? Я попрошу охорону вас пропустити. Якщо піде Нахуя, и главное, зачем? лишіть цей прилад там, де стоїть. Але обов'язково зніміть з нього показники. Ну, бабла дал, ничего себе. Тут не можна розслаблятися. Один он втратив пильність. А? По деревах збирав. А? Да, Алба. Албан, да. Какой Албан? Не знаю. Он просто мне денег дал. Деньги дал. Вот тема такая, что уже похуй на игру, как бы разрабы это сознательно сделали. Саму игру что обсуждать. А вот идейность и политику, опять же, по воле разрабов. Вот это да. Ну, короче, история, как можно сказать, какая у Сталкера 2. Это такой, знаете, был желанный ребенок, но потом они такие раз и перехотели его делать и вытащили ее на похуй. А переносили игру только лишь для того, чтобы, ну, подоить Microsoft деньги из них и так далее. Не более того. Я уверен, примерно такого же уровня мы бы получили игру в 2022 году, мне кажется. То есть они, ну, реально нихуя не делали. Ну, 2 года получается, 2 года. Скорее всего, так и было. Ну, то есть конкретно сами разрабы, это, ну, блядь, их-то... Ну, я не знаю. Ай, ладно, чё про это говорить? Только спелся сталкер. Кривенка съест тебя и не подавится. Но туда тебе и дорога. А я у тебя антирадин спиздил. Хуйло усатая. Это называется тема с красной собакой. Был художник, нарисовал картину на злобу дня. Чтобы цензуру я пропустил, нарисовал в углу красную собаку, на которой все и сосредоточились. Когда одна красная собака в углу затмевает все остальное. Интересно. Да. Как ни крути, неоднозначная игра. Красная собака тут все-таки это, ну, сами разрабы. И то, что они пиздели, блядь. С гордо поднятой головой, нахуй, блядь. Долбоебы тупые.
Вот, блин, я 100% уверен, посади поиграть, ну, человека вне контекста всего этого, он тупо просто кайфанет, реально. Вот моим детям она вот супер нравится. Им интересно смотреть на это. Вот обычно у меня вот старший сын так не сидит рядом со мной и не смотрит, ну, игры. Или это случается крайне редко. Ну, то есть, если какая-то новая игра идет, он сядет рядом, посмотрит, что это такое, потом уйдет, если она неинтересна. А тут вот просто сидит и сидит. Каждый раз. А, рядом. Вот. В смысле я буду уничтожен? С какого перепугу, здрасте? Блин, Трейден меня убил. Басмат. Я его уже завалив или не завалив? Приколись. Зомбированные вартовцы. Так, понимаю. Так, хорошо. Нормально поебать. Да блин. Забрать фрагменты пси-маяка. Это что такое? Это зомби? Да это чемпирика. Ну почти.
А. Вот ты понимаешь, что вот твои слова, они как бы шутки, на для кого-то это все-таки истина, Рокс. Поэтому не надо такие вещи говорить. Какой-то долбоящер будет смотреть, посмотрит на комментарии. Они же, ну, выводятся на экран, понимаешь? И такой, ну, блин, действительно, да. Ведь в контексте для, ну, придурка это игра, ну, о ненависти и так далее. А в контексте просто, ну, игрока это игра, блядь, в которую приятно играть. Счет мало играют на Твиче. Один DP 40-70 сидит с 500 людьми. Он тут разоблачал XBT 40 минут, не видел его ролик? По-моему, видел, да. Ну, сами XBT тоже там, как бы это ли. Ну как? Ну, DP просто перевел внимание на личность. На личности просто этого, как его, Виталия. То, что он типа такой-то, гнилой человек и так далее. А XBT, ну, конкретно по делу говорили по поводу самой вообще, ну, кто такие разработчики, что они там типа сделали. И почему они это сделали. Понятное дело, деньги, но они как бы, ну, это делали как конченые аферисты и там прочее практически. Ну, грубо говоря. Грубо говоря, это, ну, не их слова. Это уже я так приукрашиваю. Ну, это да, это идиотизм. Но в подготовленном видосе, где они там сидели, базарили по поводу GSC, как бы так. Да, блин. Но сам видос у них насчет вот разработчиков Сталкера хороший. Нормальный. А так, конечно, то, что эти придурки сидели и тряслись, пока все остальные играли в Сталкер и всех называли типа мошонными сосальщиками, это, конечно, мне забавная херня. Перед капітаном вирішив вислужитися. Я гадав, ти розумніший. Где этот капитан Усатик? Ну, що там за хрінь була під землею? Какой-то странный прибор. Фанило сильнее, чем аномалия. Отпустило, когда я его разбил. Відпустило тільки коли я розбив його. Ось усе, що від нього Вот что от него осталось. Вот почему моим бойцам мозги плавило. Штерев, мразь. Я ж тебя закопаю. Я ж тебе закопаю! А что это за прибор? Що це за прилад, капітане? Ну,
Надеюсь, Кривенко разберется. Кажется, я ему еще и извинения должен. Мои люди и проеб мой. Ох, и разговор у меня будет с полковником. Они прям радикально продвигают мою позицию, как и жопу и всех. Все на нее похер. Я просто стебусь, а они прям агрессивно продвигают. То, что я думаю, ну, тоже не делаю. Можна його відстежити? Я б з ним теж потеревенив. Ну куда он теперь не уйдет? И эти болота сушу, перерою, и каждый камень переверну. Он мне, сука, на все вопросы ответит. Кто, почему и чей приказ. Сколько пацанов из-за него большую списывать. И чего похуже. А я хочу пересмотреть с первого сезона. Немедленно задержать лейтенанта Штерева. В переговоры не вступать. В случае поступления открывать огонь на поражение. Даю разрешение спуститься в коготь. Браво. На вас, вент-выход. Сохраняйте предельную осторожность. Лейтенант может использовать вооружение или технологии монолита. А, прикольно. И загляни к нашему медику, пусть он тебе несчастных таблеток даст. На болотах лишними все же не будут. Облом. Клятий Сенкевич. Треба щось робити. Найкар їхав, Думал, это ж отпуск, Клуш, маленький гарнизон, но цеп, нет какого местная фауна. Или там отравление. А как? Лазарет ни одной свободной койки. Каждый день новую доставляем. Нормально не спал уже. Да вот считай, как приехал. Так що зараз ти серед Так, нас чё ж есть? найадекватніше виходить. Ха. Але й це Это и временно. Так, мне нужны нечазовские таблетки. Мені потрібні НДІшні пігулки. Приказ капитана. Наказ капітана. краще б капітан. Уж капитан о своих людях лишний раз подумал. Я и больным-то с трудом подскребаю. На, держи. Принимай только в случае острой необходимости, иначе печень на полку положишь. Раніше за тебе. Слухай, сталкере, И блокада. не допоможеш у справі. Не поможешь, сказать, что у меня тут 3 пациента сбежали, и боюсь, лекарства им уже вряд ли помогут. По крайней мере, пока они все еще в зоне. Почему своих не попросить? А свої? Не верю я, что Сенкевич ко мне послушается. Прислушается. Поймают ребят и отправят на экстремальное лечение. И хрен знает, что там с ними сделают такие, как Кривенко. Что надо делать? Мне же бойцов стреляй по ногам, а я комиссую их по ранению на большую землю. Там у них может быть шанс. Не слишком радикально. Ти впевнений? Так і вбити можна. Знаю, рискованно. Но иначе их отправят не сейчас, а с таким диагнозом оттуда еще не возвращались. Даже склеить ласта будет приятнее, поверь. А как они сбежали? Твої пацієнти змогли втекти. Понятия не имею. Но дискотеки не было, я не удивлен. Вартовцы даже не в себе стоят с профессионалами. А эти еще и разведчики. А где их Де искать? шукати втікачів, є думки? А я, бля, звідки знаю? Если бы знал, нашел бы сам. А так у меня только вещи их остались. Там ящики, можешь покопаться, вдруг я пропустил что. Ну или вольных, сухогруза, поспроси, вдруг видели кого. Они же как крысы везде лазят. О присутствующих не говорю. Это почти ты один из нас. И да, спасибо, сталкер. Тут мало кому не все равно. Эй, сержант! Скажи капитану, нехай мені заміну
Ніхуя, бля. Не вір тут нікому. Вони не справжні. Капітан Зенкевич насправді он лежить. Третю добу не рухається. Хуя, блін. Пиздец, його накрило, нахуй.